Чего это? Я вас спрашиваю, с чего это? Вы полицейский или кто? Что Я это? представился вам, Скажите, показал вы сейчас при удостоверение. исполнении находитесь? И вы сейчас все в отдел будете доставлены. Проблема, Просто хорошо. вы сейчас будете обжаловать, Лёх, набери. очень скоро, как в камере окажетесь все. Тогда будет В сложнее камере? Она обжаловать. угрожает? Да. Ты серьезно сейчас? Да. Ты мне показываешь фотографию лицензии? Да. Ну вы понимаете, что происходит? Покиньте помещение. И вот здесь начинается, блядь, основной цирк. Чё? Кто? У кого? Чё? Здравствуйте всем, дорогие друзья, всем привет, с вами, как всегда, я Леха Хардплей, и мы сегодня посмотрим замечательный, прекрасный ролик вместе с мной, главный, главнейший, я бы сказал, роли Артем Вульф подтвердит. Да, как я проникал, вот это вот, да, и все. Проник в тухлопритон. Тухлопритон прям зашел и проник, как говорится, оп, без чего? Правильно, без мыла. Хорошего настроения вам, с наступающими праздниками, конечно, кто отмечает. Счастья вам, успехов и крепкого вам здоровья. И главное, мира. Мира. Очень надеюсь, что рано или поздно когда-нибудь на всей нашей этой матушке-потаскушке земле все-таки хоть годик нам дадут всем подышать. Вот, ну да ладно. Артем Вульф, как всегда, название требует особых, понимаешь ли, выделений. Беспредел полиции, превышение полномочий, коррупция на камеру, крыша магазина позор. Часть 3. Знаете, название Артема Вульфа серии, это как, я не знаю, какой-нибудь, да, блокбастер по нашим этим любимым моим сериалам, вот это с историей этой. Посмотреть. Очень нравится, поэтому рекомендую всем перейти по ссылке внизу в описании, поддержать Артемку, поставить лайк и вот так вот. Подписаться и вот так вот. Все. Да, всем, кто делится роликом, жмет кнопочку поделиться, вообще вы в Вальгаллу попадете вместе с Валькириями. Да. И, кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, хотите ли вы новых приключений двух замечательных, красивых, крепких мужчин в тухлопритонах. Да, если хотите, ну давайте 30, 40, 35 тысяч лайков. Как только наберет этот ролик, мы с Артемом прям сразу и поехали. Да, у нас уже есть там пару магазинчиков. Я здесь недавно пришел, говорю, почему развакуум? Она мне, знаешь, что говорит? Вот так вот. Так вот сделала. Я говорю, я тебя запомнил. И я запомнил этот твой добрый поступок. Я всегда помню хорошее. Теперь, собственно, о плохом. А там полмагазина такой колбаски, кстати, между прочим, очень дорогой. По 400 рублей за полбатончика, да. Да, захотелось колбаски, как говорится, пригубить. Начинаем смотреть. Всем приятного просмотра. Сразу говорю, здесь Джордж Клуни, то есть я в главной роли. Собственно, да, мы вот с вами улицезреем его, я думаю, что во всей красе, в зависимости от того, как Артем смонтировал ролик. Да, поехали. Вот он, мой хороший, да. Сразу говорю, все люди здесь вымышленные, все актеры. Никого, естественно, лично не хотел оскорбить, обидеть, принизить, унизить, попустить и так далее и тому подобное. Это вообще не считается, потому что это все актерская игра. Обожаю нашу полицию, да. Как говорится, она сначала бережет, а потом... Да, поехали. Да, всем, кстати, кто служит, привет большой. Поехали. А кто именно служит, а не сидишь там, штаны свои протираешь замусоленные. Понятно. Вы сообщение делаете? Я. Паспорт, пожалуйста. Пошла, родная. Ай, бля. Кому? А то как начинаете не с того немножко. Не надо, пожалуйста, меня учить. Старший участковый. Не надо, да, не учите ученого, товарищ Копченый. А? Что ты на это скажешь, Артемушка? Что? Я знаю, что ты мои повторы смотришь, что эти реакции. Ну, что ты скажешь? Ты видишь, что он самый главнейший участковый, да. Мэр полиции, власть, Федор Васильевич. До какого года? Пожалуйста, паспорт. Ознакомьте, пожалуйста, до какого года я не успел? Действующий или нет? Внимание, до полного ознакомления со стороны человека, обратившегося, если что. Конечно, здесь. До 25-го года. Вижу. Сотрудник полиции вроде. Да, паспорт, пожалуйста. Для чего? Удостоверение вашей личности. Сейчас будем заявление подавать, естественно, все предоставлю. А вы почему идете съемку? Ты давай это, не тыкай в нас, мы яблочко едим. Да, вон под пивасные войска, он вообще, мои хорошие, смотри, налил, сидит, розовощекенький, уже 2 литра в нем бултыхается. Оповещение в телеграм-канале Hard Insight пришло, он пришел, ну как пришел, он повернулся на другой бок, вот это вот, проснулся мой котик, ты мой морской. Да, здрасте, кстати, под пивасной нашей дивизии, да, друзья мои, ну а как?
как? Ну, извините, кого разбудил, да. Hard Insight, телеграм-канал, ссылка внизу в описании, чтобы не пропускать стримы и самые прекрасные, самые замечательные видеоролики. Потому что хочу. Неправильный ответ. Правильный. Сотрудник Как помните у какого-то маньяка в каком-то фильме неправильный ответ, блядь. И топор за спины 3-метровый. полиции вы для чего снимаете? Потому что имеет право на это. 29 статья Конституции. Так, Имеет а право для- собирать информацию любым Я не доступным спорю, образом. я вижу, что вы снимаете. А для чего вы снимаете? А зачем тогда спрашиваешь, если она имеет право? А это уже вас не должно волновать. Волнует. Потом можете в суд в гражданском порядке. Обращаю внимание, что если где-то будет опубликовано, Так. А кто? А кто? Ну кто? я уже на вас подам в суд. Ага. А чтобы подать в суд, мне надо ваши документы, чтобы знать, на кого подавать, правильно? То есть вы, пользуясь своими должностными полномочиями, требуете мне документы. Не У меня, говорит, как в этом, в Простоквашино. Я вам, говорит, посылку принес. Но у вас документов нет. Усы, лапы, хвост! Ну вот мои документы. Года идут, какие года, десятилетия идут, ничего не меняется. Нахера ты тогда посылку-то принес, родной, если документов нет, а? Не слышу. Незаконно. Я представляю, ко мне бы обычный гражданин подошел и сказал, я хочу подать на вас в суд, давайте. Слушайте, я прошу прощения, я, может, не знаю, конечно, может, какая-то новая форма вышла у сотрудников. Подскажите, пожалуйста, дорогие сотрудники полиции, старшие, естественно, с большими совсем звездами, уважаемые, между прочим, зачастую люди мной, подскажите, пожалуйста, а вот это вот где? Вот это вот блинчик вот здесь вот на голове, где он? А? Подскажете, он где? Он присутствует, нет? Я просто, где все вот это? Давайте мне документы свои. Не. У вас есть Вы- причины для проверки Вы документов. будете предоставлять документы? Буду, или конечно. нет? Предоставьте, пожалуйста. Основания хочу услышать только. Я только что Законы. Законы, основания. Если буду подавать на вас в суд вдруг. Такого нет в законе о И вы, полиции. когда будете писать заявление, вы же будете писать заявление? Должны предоставить документ. Так это когда будут писать заявление, а не просто так. Статья 13 у нас А я есть. здесь не просто так тоже нахожусь. Закон о полиции, статья 13, в которой сказано права полиции, когда полицейский может потребовать паспорт. Откуда вы такие умники берете? Давайте Откуда вы такие беретесь? Я прошу основания. Интернетов. Вот эти ваши интернеты. Да, надо что? Ты не мог паспорт предоставить, Сережа? А что, меня затащил, небольшой спойлер, в эту пучину морскую, рассекретил мое секретное местоположение в магазине. Я сотрудник полиции при исполнении должностных обязанностей. Основания прошу. Статья 13. Есть Я четкий требую список оснований. предоставить Вы документ, требуете. Верно. Вы требуете. Я стану водопадом, падением с высоты. Да. Пользуясь Когда-нибудь закончится, нет, это ебатория, реально, хоть где-нибудь. своим должностным положением, Я требую вы требуете. предоставления документа, удостоверяющего личность. На основании чего? Как полностью будет форма на сотруднике, так можно что-то требовать. Да, до этого момента можно это только... На основании закона о полиции. Какая статья? Вы закон не знаете. Вызовите ответственного. А я здесь не собираюсь вам рассказывать свои законы. А тогда вы не на основании закона действуете, получается. Я вам не собираюсь рассказывать свои законы. Сам написал, сам придумал. Я большая какаду, сочиняю на ходу. Не собираюсь, а у вас ничего тут узнавать. Вызовите ответственного, у Вы нас конфликтная сделали ситуация. сообщение, вызывайте сами. Вызывайте. Вызывайте сами. Все. Это напоминаю Химки. Третий уже, 25-й раз напоминаю, это Химки, это недалеко от Москвы. Мне кажется, где-нибудь чуть дальше Подмосковья тебе в рожу бы харкнули. Я не удивился бы даже, да. Надо, кстати, съездить туда тоже по магазинчикам. Я вас прошу как сотрудник полиции. С чего это? Я вас прошу, с чего это? Вы полицейский или кто? Чё Я представился вам, показал удостоверение. находитесь? О, сгорела жопа. Какой голос красивый, я не слышу, у кого это? Это у этого, Тома Круза или у кого? А нет, это мой. Да, очень красивый, да. Подскажите, вы при исполнении? Смотри. Видел, как все удивились? Смотри, раз лицо, два лицо, и вот здесь третье вы не видите, оно тоже удивлено, откуда голос. Вроде нет никого, а голос откуда-то раздался в ночи. Верно. А почему вы без головного убора? Потому что я... Ну, согласитесь, а? А почему? А? Том Харди, видел, как поставил? Шах и мат, да. Потому что... Еще раз можно, пожалуйста? Пожалуйста. На клипы, пожалуйста, нарежьте, чтобы я на донат его поставлю. Где вы находитесь? Верно. А почему вы без головного убора? Потому что я еду сюда, он находится в автомобиле. Блять, майор
полиции, я напоминаю, майор, старший офицерский состав. Родной, ну ты, правда, я при всем уважении, честно говорю, я правда говорю, огромнейшее количество людей, которые реально служат и несут службу. Спасибо вам за это, но здесь это просто, это фантастика, это das ist fantastisch, да. Почему вы приходите на вызов? Есть. Почему Есть. вы на распашку Есть. приходите? Есть жетон? Почему не по форме Я вам одеты? задал вопрос. А я должен быть Я закон? гражданин вам задал обычный вопрос. Почему вы Слушайте, так мы приходите? здесь будем разбираться в этой ситуации? Или... Я просто С вами уже с вами будем Вот я разбираться. вам Я как должен сторонний рассказывать. человек, я стою и вижу то, что вы не сотрудник сейчас, на данный момент. Да Вы вы пришли что? на вызов, конечно, Удостоверение показал? показал. А вы в курсе, что есть такой 205-й приказ? Так, давайте. Поехали. Я-то, знаешь, таких люблю. У меня друг Леха, вот он пока за красность, там, короче, вот он, ну, там писарем, да, в штабе был, вот он таких вот очень любил, да. Он законов очень много знает. Он вообще по контакту, вот когда вот служащие есть, а быть там эти, да, потом федеральные служащие, вот у них вот должно быть вот это, да, ну там, да, оказывать содействие, там вот это вот в разных там, это в служебных ситуациях, да, вот. И, собственно, вот он очень любил вот таких вот, которые начинают исполнять, да, очень любил, да, которые на вызов приезжают по 15, по 20 минут в Москве, да, когда в соседнем дворе находится этот. Ну да, вот, и вот, это просто, это был подарок для меня. Ну, не для меня, а для Джорджа Клуни, да. Или Орландо Блума, не знаю просто. Напишите в комментариях для кого. МВД. Вы сказал? Показал. А вы в курсе, что есть такой 205-й приказ? Так, давайте, порешайте МВД. мне. Вы это все грамотные товарищи. Что Поехали. за 205-й приказ? Мы МВД? грамотные товарищи, вы знаете вообще, для чего мы здесь? Без понятия. Почему вам? Вы никто не представился. Документ... А мы вам должны представиться? предоставил. Может, на колено еще перед вами встать? Давайте Нет, проще. я не Давайте говорю. проще. Для чего вас сюда позвали? Вы знаете, Вызов произошел. что произошло? Просроченный товар. Так, А при чем паспорт вообще изначально? каким образом? Заявителя Я паспорт. только что сказал, если вы собираетесь где-то публиковать, я на вас Ваша возможно... служба- Это не основание. Вы сейчас пользуетесь Я своими не- должностными я не полномочиями. запрещаю снимать? Так. Не запрещаю. Я говорю, что если вы опубликуете Хорошо. видео с массовой Хорошо. информацией, я Секундочку. буду это оспаривать. Секундочку. Как у Билли Миллигана. У него, короче, тоже много личностей было, и он официально доказал. Доказал. Представляешь, был такой где-то в Штатах, я не помню, где там, меня поправьте. Читал целую статью про него, 20 и сколько там с лишним официальных личностей. Да, он когда что-то сделал, какое-то преступление, он говорит, это был не я, а моя 21-я личность. Личность переговорщика. Он говорит, я как бы подам на вас в суд, но как бы не подам. Ну, то есть, тут такая двоякая, да. Что я запрещаю публикацию данного Вы, видео. пользуясь своими Я должностными полномочиями, вы требуете паспорт для гражданского дела. Гражданский процесс к вам никак не относится. Вы требуете сейчас паспорт, пользуясь своим должностным положением. Вы сейчас Но очень это сильно гражданское дело. затягиваете время. Тут важно понимать, что полицейский требует документы, пользуясь своим должностным положением. То есть, по сути, он запрещает публиковать его изображение в сети интернет. Но это гражданско-правовые отношения. И у него в данном случае права, как и у любого другого гражданина. Я представляю, если бы ко мне обычный человек на улице, который попал в кадр, подошел и начал требовать документы. Понятно, что такое требование со стороны Сгорело у человека Артемки. было бы незаконным. Но в данном случае данный сотрудник, пользуясь своим должностным положением, пытается установить данные человека, который, по его предположению, будет публиковать его изображение в сети интернет, что является незаконным, поскольку такого основания нет ни в одном законе, и это, как я уже сказал, гражданско-правовые отношения. Вы затягиваете время своими... Кстати, мы здесь пока смеемся. Я, знаете, волей такой судьбы, 7 лет все-таки уже в июне месяце будет, как я веду потоки, да, там попытаюсь вам как-то настроение поднять, отвлечь вас от всяких дел, забот. И вы знаете, так совершенно случайно сложилось. Я просто знаю, откуда меня смотрят, совершенно разных областей, сфер, да, так скажем, деятельности. Я без шуток исключение сделаю из правил. Я вот не знаю, что целиком попадет в ролик, но я очень прошу на данного сотрудника обратить внимание. Очень прошу, есть прекрасная служба, которая проверяет их службу. Я думаю, понимаете, к кому я обращаюсь путем данного видео. Я вас очень прошу, обратите внимание на, так скажем, может быть, все-таки проверку какую-то стоит сделать сотрудника, потому что, ну, что-то здесь явно нечисто. Он очень странно себя, очень подозрительно ведет. И дальше в ролике вы это увидите, какое количество, по моим предположениям, он нарушает не только внутренних приказов, а вообще в целом, вообще нашего законодательства нашей страны. некомпетентностью. Давайте. Вызовите ответственного.
У нас с вами Вызывайте конфликтная его ситуация. сами. Я вас прошу вызвать. Я просьбе ничего вообще вы вызывать не должны. буду. Вы должны вызвать. Ничего я вызывать не собираюсь. Ничего я не буду. До свидания. Мы будем разбираться в ситуации. До свидания. Мы вызовем ответственность понимаете, сами. что вы Подождите, делаете? вы сейчас все в отдел будете доставлены. На основании. Ну, говорят, я говорю, вы понимаете, что вы делаете? По первому требованию в случае возникновения конфликтной ситуации он обязан это сделать. Так же, как сотрудник ГАИ, вообще, в принципе, вся вот эта структура. И в этом нет ничего такого. Но, естественно, никто это делать не будет. Потому что понимают, что сейчас начнется разбиралово, куча кадров, куча всего попала на телефон, на средства, так скажем, пожилой фиксации, и будет очень много к нему вопросов. Очень много вопросов. Он трезвый, он был трезвый. Не надо, это уже лишнее. Он был трезвый. Ну, закон знаете вообще? Вы отказываетесь выполнить закон. Какое? Прошу, кстати, обратить внимание, крайний раз стопану так вот часто, прошу обратить внимание на то, как он общается с гражданами и вообще, в принципе, ведет диалог. Чему он, в принципе, может научить младший, как сержантов, так и офицеров, младший офицерский состав. Прошу обратить на это внимание. Именно вот сотрудников ФСБ, или как сейчас, да, правильно называется. Друзья, надо. Сотруднику Какое? полиции предоставить документ, Это законное требование. личность. Пожалуйста, смотрите. Конечно. Человек, пользуясь своим должностным положением, требует у меня показать свой паспорт. Пожалуйста, я показываю, потом ваши действия будут обжалованы. Вы совершеннолетний или нет? Посмотрите. Вам не я видно? не знаю. Читать А не как я умеете? могу в этом убедиться, если вы мне паспорт не издевается. хотите давать? А что перед вами сейчас? Я не знаю, вы мне его не передали. Вот я вам показываю. Нет, мне надо передать. А это уже нет. На последней О, странице паспорта прям написано «никому не передавать». Да вы что? Да. Значит, Вот. товарищи... Зачем? Я не собираюсь ни с кем по телефону Так, беседовать. сейчас до дежурной части так не дозвонился. Я вам даю паспорт, вот. Вызовите наряд, сейчас все в отдел поедем, товарищи. Вы Основание. отказываетесь, вы... И самое забавное, что, знаете, вот в таких ситуациях идет такая очень... Как бы мне это слово-то подобрать? Кроме слова «беспонтовый», я, к сожалению, ничего подобрать не могу здесь в этой ситуации, но, к сожалению, вот это слово, оно, наверное, максимально подчеркивает, что происходит. Знаешь, беспонтовое давление. Когда, вы сейчас в отдел поедете. Нет, он уже третий раз это говорит, там, второй, третий раз он говорит. Он говорит, вы сейчас в отдел поедете. Да не боится никто ехать в отдел. Не боится никто ехать. И самое забавное, то, что доставление в отдел, это, как бы сказать, там, если правильно юристы все оформят и сделают, будет очень много вопросов, в принципе, к его действиям. Но в силу того, что, может быть, он не попадал в подобные ситуации, он этого не боится. Поэтому продолжаем. Чат уже начинает у меня гореть на стриме, кстати. Выполнить законное требование сотрудника полиции. Паспорт. Передать паспорт. Ребят, паспорт показываю, вот вам на камеру даю. Достаньте его из обложки, передайте. Я не Из обязан вставать из обложки. обложки. Ну, как? Держите, держите. Если Не, это ваше у такое вас там требование. личные вещи, я не собираюсь брать в руки ваши личные вещи. А на основании чего вы хотите взять Чего? паспорт? На основании чего? Ваша личность. А на каком основании-то? Законное основание есть какое-то? Или это Есть. просто ваше желание, ваша хотелка? Нет, есть. Чего Я вас отдел хочу полиции трубку не убедиться, берет? что вы совершеннолетний гражданин. Так вот, смотрите, читайте. Я не обязан передавать К паспорт. сожалению, не вижу. Читайте. Вот я. Не вижу, не надо Не мне в вижу. лицо тыкать. Вот это цирк. Вызывайте ответственного. Вызывайте Не ответственного. собираюсь никого вызывать. Вы Вот. отказываетесь? Вы- Давайте проще. вы отказываетесь сейчас вызвать? У нас с вами отвлекаете конфликтная ситуация. Мое время. Это у вас со мной, а не у меня с вами. Я У вас задал конфликт Я ни ситуация. с кем не Вы конфликтую. отказываетесь вызывать? Есть вызов, я на Вы него отказываетесь? приду. Чего? Вы нам отказываете в вызове ответственного? У нас с вами конфликтная ситуация сложилась. Хорошо. Вы отказываетесь вызывать? Что вызывать? Ответственный. Ну, вы понимаете, да, то есть? Ну, вы слышите вообще, как он разговаривает? Я честно говорю, я много встречал разных персонажей, пока писарем в штабе сидел. Но таких я даже вспомнить не могу ни в одной области, ни в одном регионе. Были разные ситуации, были разные сотрудники, там, в состояниях там алкогольного опьянения, там кто-то, да, на работу выходил в областях. Было такое, я имею в виду не в нашей структуре, а, так скажем, в смежных, да, так скажем. Но такого, это нонсенс. Это вот человек просто издевается стоит. Ну просто это майор полиции. Майор, я напоминаю, это майор полиции. Ответственного Мне дежурного. нечем его вызывать. Средства связи у Я меня вам не отсутствуют. спрашиваю, есть или нет. Каким Чем? образом Я я у вы- вас сотрудник спрашиваю, вы Мне отказываетесь нечем вызывать сотрудника? вызвать Вы ответственного. отказываетесь вызывать? Я не Да вообще, ну вы понимаете, что происходит? Хорошо. У меня другой вопрос. Мне это говорит человек, который служит в самое ближайшее Подмосковье. Можно сказать, но это Москва, но давайте говорить официально, это ближайшее Подмосковье. Там буквально там 2-3 километра, да, от Москвы. У меня вопрос. Не дай бог, просто моделируем возможную ситуацию, все в жизни бывает. Такой простой вопрос. Происходит нападение. Прямо сейчас срывает колпак, у нас еще 10 человек, происходит нападение на сотрудника.
Как он говорит, мне нечем вызвать. А как он вызовет помощь? Как он вызовет какую-то поддержку? Как он сообщит, если он приехал с водителем, о том, что там происходит? Может быть, его вообще в заложники взяли? Или там еще, не дай бог, конечно, какая-то ситуация. Я без шуток говорю, не дай бог. Ну это такой бред, это такой детский сад, от которого, честно, я говорю, я сгорел. Я сгорел просто от того, что эти люди, если на камеру так общаются, как они общаются вне камеры? Это все, это габелла. Оказывается, мне его нечем вызывать. По какой причине у вас нечего Отсутствует средства связи. вызвать? Ну все. Вот этим, тогда у меня есть второй вопрос. Это уже официально, просто можно сказать, да, я спрашиваю. Обращаюсь тогда к сослуживцам, к руководству данного сотрудника полиции. Как обычный гражданин, не как блогер или еще кто-то, просто обычный гражданин. У нас дефицит какой-то радиосвязи, либо с чем это связано? Может быть, где-то отдел недополучает, может быть, что-то пошло не так, что сотрудник стоит в открытую и говорит, что он приходит на вызовы, там же, где говорят, что совершено правонарушение, он приходит абсолютно без связи. Все понимают, что у него есть сотовая связь, это понятно. Но человек доказывает, стоит на камеру, что у него нет никакой связи с внешним миром. Получается, если у него нет связи, то есть он, как он тогда заступил на службу? Я повторюсь, может быть, что-то поменялось за эти года. Может быть, сейчас вообще все сотрудники без связи ходят. Но что-то мне подсказывает, что обязано быть как минимум у наряда, у кого-то. И тем более, когда человек один приходит. Ну, какая-то радиосвязь или еще что-то. Очень интересно будет почитать комментарии даже тех же самых сотрудников. Это бред полный. Все, вообще без проблем. Ну, И дежурная часть какие трубку не тогда вопросы? Ну, я не знаю, какие у вас вопросы. Нет, Вы у вас понимаете, вопросы. что за ваши действия вы будете нести ответственность? Конечно. Как обжаловать? Как минимум превышение Пожалуйста, полномочий. обжалуйте. А, так без проблем. Просто хорошо. вы сейчас будете обжаловать, Лёх, набери. очень скоро как в камере окажетесь все. Тогда будет В сложнее. камере вы нам обжаловать, угрожаете? А вот здесь вот, от того, знаете, вот когда заканчиваются аргументы и, в принципе, диалог больше сказать нечего, человек, имея определенные регалии и звезды, он начинает исполнять, да вы сейчас вообще в камере окажетесь. Я мог ответить, что просто сейчас ты, друг, причем на ты, в том моменте именно на ты, потому что это не сотрудник, потому что он мне не предоставил документы, и он не по полной форме одет. Я не знаю вообще, кто это, может быть, он в военторге купил эту форму. Можно было напрямую обратиться, сами понимаете, куда, напрямую, для разбирательства. А еще можно было еще кое-что сделать, чего я делать не стал. Очень интересно. Знаете, что в камере Нет. кто-то окажется? Я говорю, что если вы не выполняете закон Какое? сотрудника полиции... Какое? Вы скажите требование-то. Я Ваши его уже требования сейчас озвучил. незаконны. Я даю паспорт. Документ. Вам Я предоставляют даю. документы. Дайте его без обложки. Это уже ваша проблема, что вы не можете взять. Я вам даю паспорт. Как это Я мои требования проблемы? выполнил. Нет, Требования документы предоставить я выбрали. сказал, без обложки, без По ваших первому личных требованию вещей. предоставить документы. Вам предоставляют документы. Предоставляют. Хватит клоунадой заниматься. Я не Вот у вас собираюсь брать документы. документы. Мы в цирк попали или куда, я не могу с понять. личными Это мы в документами. Москве. Тогда не находимся. берите. Мы Это в Москве Химки. находимся. Подмосковье. Под Москвой. Смотрите, я вам даю. Вот у меня паспорт. Ребят, показываю на камеру. Это издевательство. У меня слов не находится. Человек издевается. Он просто издевается, ему в руки дают паспорт. На камеру показывается. Там паспорт был, я лично это своими глазами видел. Я даю полицейскому паспорт. Вот, берите. Пожалуйста, засекайте, что я... Для чего он взял это? Если он без обложки не берет, для чего он сейчас тогда это взял? Если он боится, что там что-то пропадет у человека или еще что-то, как он взял тогда? Значит, он не уверен в своих действиях? Значит, он в своих словах тоже не уверен? Это как минимум странно уже. как бы ничего лишнего не смотрю, не беру. Артем Алексеевич, 96-го года рождения. Я теперь вижу, что вы Совершеннолетний. 26 годиков. Давно находитесь на территории Московской Российской Федерации приехал погостить. В Московской Вот, с друзьями. Давно находитесь. А есть у вас билет? Вы на чем приехали? На машине. О, расследование, Шерлок. Подождите, На машине вы движение по приехали? России у нас как-то Нет, у ограничено? нас существует закон Российской Федерации, который обязывает граждан Российской Федерации в случае пребывания в другом регионе свыше 90 суток зарегистрироваться. Как название закона? Я тоже в ахуе, прикинь. Конституция сейчас встала и просто вышла из чата. Просто молча. Там вот это право, бессвободное, беспрепятственное передвижение, да, граждан по территории своей страны, там, ну, то есть, да. Ну, а, как говорится, я повторюсь, может быть, что-то поменялось. Может, я не в теме, я тут сижу в своих этих. Но это что-то новенькое. Так, внимание. Пребывание в другом регионе свыше 90 суток зарегистрироваться. Как название закона? Прямо сейчас посмотрим. 828 федеральный закон. Посмотри пока. И, господа, В данном документе Артем проверяет, даже на экране написано.
можно всем проверить. Я уверен в словах Артема. В данном документе об этом не сказано. Конец. Хорошо. Ну давайте, раз уж так чисто поржать, давайте еще раз. Как название закона? Прям сейчас посмотрим. 828 федеральный закон. Посмотрите. Вот вы знаете, просто вот, ну для себя, честно говорю, для себя, 828, но я изменений так и не вижу. Если говорится об этом, причем здесь вообще этот закон? Я не юрист, у меня нет юридического образования, но это что-то новое. Я повторюсь, я даже первый раз слышу вот об этом. То, что нужно как-то передвигаться или еще что-то. Ну, может, юристы меня как-то поправят, может, я что-то не знаю. Смотри пока. Господа, мы будем заканчивать то, что здесь. У меня есть еще вызова, а потом... А мы вас просим пока вызвать можете- ответственного. Ответственно, я сказал, что вызвать не могу в связи с отсутствием средств коммуникации. Внимание! Гражданин обязан бережно хранить паспорт. В случае утраты паспорта необходимо незамедлительно обратиться с заявлением, та-та-та-та-та. А при чем здесь тогда 90 суток? Ну, то есть это значит не сотрудник полиции, правильно? Майор, я напоминаю, майор полиции. Это все-таки значит не сотрудник полиции. Значит, что, наши догадки правильные были? То есть это как оборотень, что ли, в погонах? Если он говорит статьи, это, знаете, как за поджог Каспийского моря, да, в одном одноименном и очень популярном фильме, да. Но это вообще, это нонсенс. Замечательно. Давайте мы будем заниматься вызовом. Давайте, вы уже совершили, по нашему мнению, Здесь он прекрасно понимает, то, что этого нет, то, что сейчас его просто ткнут носом и скажут, что за чушь вы несете, товарищ сотрудник или не сотрудник, не знаю. Я не видел документ. превышение полномочий. Хорошо, обжалуйте сколько угодно. Вот мы Давайте сейчас будем- Ну что с этим будем Мы сейчас, делать? соответственно, мы вызовем. будем описывать, если это действительно в протокол изъятия, напишем объяснение. Нам нужно Вы ответственно еще раз. проследуете в отдел полиции, напишите заявление. Я здесь Всё. подам заявление вам. На месте совершения преступления возможного. Какого преступления? 238 часть Куда 2. вы мне его подадите? В бланк куда? Какой бланк? Который у вас должен быть с собой. С чего вы решили? Протокол что он принятия должен устного заявления. быть? С чего вы решили, что он должен быть? Где это написано? У вас нет О, бланков, не принятия никакого. У меня заявления. есть бланк. ну а в чем-то проблема? 736 приказ МВД. Откройте и почитайте. 736. Конечно. Я открыл 141 закон, статью ПК который вы откройте. Попросили Слушайте, открыть. вы действительно меня сейчас отвлекаете. Знаете, что Отвлекать я вас могу в личное время. воспрепятствование служебной деятельности Когда вы- это уже есть. Я когда тут вы не собираюсь с вами находитесь дома, дискутировать всю ночь. никто не Есть дискутирует. вызов, давайте заниматься вашим Давайте. вызовом. Смотрите, Выполняйте смотрите, тогда свои выполняйте свои обязанности, либо можете, мы вас не держим. Ваш документ. Опа. Кто? Вы ко мне обратились? Я хочу установить тоже Нет, вашу личность. нет такого законного основания, не надо. Так, Вы воспрепятствуете моей Он должен служебной представиться, и каким все. образом? деятельности. Тем, что я хочу сейчас заняться материалом, вы мне этого не Занимайтесь. даете. Пожилой конфликт с самим Джорджем Клуни. Опрометчиво. Занимайтесь. Задаете лишние вопросы. Лишнее? которые не Мы по службе относятся вашей. Задаете лишние вопросы. к этому вопросу. Вы на службе Вы при исполнении. находитесь. Вообще, откуда приехали, Я объясните? конкретно вас спрашиваю. Вы из отдела Я вам полиции показываю приехали или откуда? удостоверение. Да Всё, какая вы разница будете удостоверение? меня дальше отвлекать? Может, Я вы буду украли его у кого-то? отвлекать? Я не знаю. Тем, что я не могу заняться. Вам Занимайтесь, вот, Вот, держите. ребята, вот вы. Занимайтесь. Вот вам. А вот оно, дерево, ёпта. Это, представляешь, всю работу, которую можно, уже сделали. Сделали, собрали просрок. Все выявили. Приволокли, блядь, корзинку. Купили товар. Взяли в руки миллиард этих чеков с купленным просроченным товаром. Предоставили паспорт, СНИЛС, ПИЛС, блядь, фотографию с квадрокоптера, блядь, я не знаю, со спутника фотографию. Что еще? Что, я не знаю, кровь девственницы. Что надо еще, блядь, сдать, чтобы сотрудник начал, блядь, просто выполнять свои служебные обязанности? Что еще нужно сделать? Ну куда еще нужно позвонить и обратиться? Ответственного он не вызывает, законов он не знает, он статьи непонятные кому говорит. Пришел не по форме, что происходит? Человек, который дает... Заявление подам, да. Занимайтесь. Пожалуйста, в отдел полиции подавайте. На месте подам заявление. Нет такой В возможности. соответствии с 141 статьей ПК. Какой? 141. 141. Да, да. Тут надо сделать вид обязательно, то, что ты знаешь эту статью. Какой статьи? Что, есть такая? А при чем Гражданин здесь может УПК? подать заявление как устным. При чем здесь УПК? 238 часть 2. УПК Откройте, здесь почитайте. при чем? Уголовная Если статья, кого-то возможно. убили, А, у вас только убийство уголовная статья? Нет, Продажа это товаров, детское питание, опасных это для жизни и здоровья детское детей а до здесь 6 лет. детское питание? Да. Ну, об этом никто не сообщил. Сообщай. Ну это... Ты мне втираешь какую-то дичь. Ну,
Ну, это другое дело. Это коммерческий подход, да. Как в том самом меме, да. Но это там уже все, там девушка, она уже закуталась, она в шоке сидит. Она даже уже понимает, мне кажется, уже даже хозяева магазина понимают, что это Алис, это бинго, блядь, 777 казино. В дежурную часть. Сообщали Неоднократно. даже сотрудникам, которые приезжают. Мне еще, знаете, что очень нравится? Очень сильно нравится, когда руки в карманах сотрудники держат при обращении к гражданам. Очень нравится. Вообще, в принципе, очень нравится. Это, подчеркивает статус. Ну, это ваши уже проблемы, что вы не в курсе. Давайте, в общем, так. Кто инициатор сообщения? Я. Ну что, он правда вызывал. Тёма всегда говорит, все, вали на меня. Я если что напишу, я говорю, все, ладно, вот, пожалуйста. Шо? Все нормально. Волков Артем Алексеевич. Артем Алексеевич. Вы здесь в какой Я роли? люблю в магазине стоять. Любите в магазине. Очень Удалитесь из магазина, здесь будут проводиться следственные действия. Вы закрываете Оформляйте магазин? все. Да, магазин будет Закрывайте закрываться. магазин, Он удаляйте. уже закрыт. Пока он никем не закрыт еще. Магазин. Оформляйте, убирайте. Сотрудник полиции закрывает магазин, как он? Мысленно закрыл магазин. Где На он? замок он закрыт, никто сюда не может зайти. Можете проверить. Во-первых, я видел абсолютно на человека. Я являюсь свидетелем определенных действий, которые противоречат нашему закону. Сотрудники полиции ППС только что забрали двоих. Что забрали двоих? Вы вообще не осведомлены ни о чем. Что здесь Мне происходило? дежурный час сообщал, что никакой драки здесь не было. Вы в курсе, что напали на человека? Вообще, из-за Дежурный чего мне всё началось? сообщил, Я с что вами не драки разговариваю. никакой не было. Трогать бороду не надо. Не, здесь нет никаких нападений. Какие нападения? Какие нападения? Это просто обнимашки. Давай сейчас вместе палец убей. Иди сюда. Не трогай. Иди сюда, давай. Я сейчас головой буду. Я с вами, это не... Какие нападения? Где? Ну где? Я бы сейчас сделал тот самый мем с очками, и здесь такие две штучки торчат, да. Кто надо, тот понял, да. Прекратите! Прекратите это говорить! Когда, да, сотруднику сказали, что здесь есть какое-то правонарушение, да. Да. Молчать здесь будешь! Это бесстрижий. не товар. А как он выяснил это? не Дежурный товар. сообщил. Без понятия. Только что забрали двух человек. Это то, что Я нарушает сюда требования приехал по хранения и вызову, всего остального. просроченный. По моему вызову. Но вы при этом Более- пытаетесь меня как-то еще Я закрыть. вашу личность уточнял, чтобы удостовериться, совершеннолетним вы или нет. Да вас не должно более, ни волновать. менее. Это незаконное В смысле меня основание. не должно Ну, это волновать? незаконное основание, потому что вы сейчас превышаете полномочия свои. И чего ваши это действия будут вы? обжалованы. Ну, это я так считаю, а потом вы Обжалуйте узнаете. сколько угодно. Потом вам расскажут, Вы почему. просто сейчас отнимаете друг друга. Вы сказали обжалуйте, пожалуйста. Все. Давайте заниматься вопросом. Так занимайтесь. Лишние люди должны быть отсюда. Это мои представители. Я вам ходатайство подаю устное. Как я могу покинуть? Я подумал, связь с космосом, что ли? Чешо, что, откуда звук такой? Ваши, пожалуйста, паспортные данные запишу, Для чего? вызову вас. Я вам могу их устно Если вы продиктовать. свидетель, хорошо, Конечно. я запишу ваши данные. Записывайте. И вы Куда вы запишете? Подскажите. Я сейчас начну записывать. Блять, на листок бумаги, говорит, запишу сейчас ваши данные. Куда? Какие данные? Это покупатель магазина, который выявил просрок. Все, заявление пишет другой человек. Какие данные? Для чего? Для того, чтобы потом вот этим вот друзьям отдать? Чтобы потом, как мне потом объяснили, так скажем, в понятной форме, что я не прав? Для этого? Нет. Товарищ полицейский, не получилось объяснить и не получится. Да, это люди все просто, есть люди адекватные, есть неадекватные. Вот, к сожалению, афера ваша не про каналы, не получилось. И по номерам то, что вы искали машинку, тоже ничего не получилось. По понятным тоже причинам, потому что люди не глупые. Они сначала смотрят кто и что, а потом начинают это исполнять. И угрожать мне тоже. Я, естественно, понимаю, что это никакого отношения к этой ситуации не имеет. Да, но потом угрозы вот эти, которые сыпятся, там, да, вот эти давайте встретимся, давайте это, давайте мы вам объясним. Объяснить вы можете только в одном месте. В прекрасном, замечательном месте. Там практически в центре Москвы, рядом с детским миром. Там есть прекрасное, замечательное место с замечательными ребятами, которые очень любят, когда кто-то что-то кому-то объясняет. Все вместе туда можем зайти, и там будем все друг другу что-то объяснять. Там очень такие дружелюбные, доброжелательные ребята. 21 век, друзья мои, не страдайте ерундой. Пожалуйста, обращаюсь к тем, кто пытался что-то объяснить. Не надо этого делать. Столько.
просто могу свой поинтересоваться? себе в объяснение запишу. Вот, В если вы объяснение? разрешите, пожалуйста. Свидетель. Да, я вас вызову. Пожалуйста. А пока вы будете удалены. Там ожидаете. Так мне продали еще и просрочку. Вот теперь выясняется другой момент, что вам продали. И ему, и мне. И ему. Нам обоим, у нас Вы обоих сразу чеки есть. говорите, что вы оба инициаторы. Какие Инициатор инициаторы-то? магазина является Вообще понимаете, что вы тем, кто говорите? продает. А вы Я вообще в для шоке. чего этим всем занимаетесь? Я даже не знаю, что сказать. А вы с какой целью этим интересуетесь? Вот мне интересно. Вы имеете какие-то связи с магазином? Чего вы спрашиваете? В каких целях? А? Инициаторы мы, кстати. Правильно, да, продавать просроченный товар в магазине? Нет, ваши данные будут записаны обязательно и проверены как положено, потому что этой деятельностью должны специально Вы обученные спорите? люди заниматься. Не О, о, а да. Ну вот Про- чеки. специально. И вы сейчас занимаетесь чем? Чем? Мы могли сейчас очень быстро. А мне говорит за кадром, говорит, где вы это покупали? Я говорю, вот чеки. Достал из кармана, я говорю, вот просрочка передо мной. Вы где это покупали? Я не знаю, блядь. С города Клин замечательного принес. У нас тут тоже хватает своих приколюх. Сейчас оформить. Так оформляйте, я вам даю. Отдел полиции. Я вам не А мешаю. вы здесь развели для того, чтобы записать все я на вам видео, тоже хочу. выложить куда-нибудь в Нет, интернете. это для а потом- суда. Я вот при вас звоню в дежурную часть, У вас в магазин чтобы вызвать зашел ответственного. закрытый человек. А, закрыт же магазин-то был. Добрый вечер, господа арестанты. Ой! Ой-ой-ой. Он открыт или закрыт? А? Здрасте. Здрасте. Посторонний я друг собственника. Ой, бля. Я орирую. Ой, бля. Нет, друг собственника здесь может быть только собственник. Ну, сейчас Покиньте помещение. Помещение покиньте. сестра здесь моя. Покиньте помещение. Что снимаешь, Не надо спорить, просто покидайте помещение. Я вам говорил, что рано или поздно произойдет что-то. И до Нового года я вас не байтил. Я говорил, что здесь будет просто бинго. Потому что это прям перед самым Новым годом было снято. Вас действительно всех здесь находящих интересовало именно это событие, оно было бы уже оформлено и закончено. Да вы хоть у вас заявления нет. интересует не это событие. Мы без вас не можем, да, к А сожалению, чего вы оформить. тогда меня отвлекаете? Вас интересует, почему я расстегнут, а не застегнут? Почему у меня головной Сотрудник был? подходит, Это просто каким-то уже образом представляется. мешает моей деятельности? Нет, есть Так, тогда вообще сотрудник. О чем дальше бы разговаривать? Ну о чем? Ну как? Ну, в открытую, на камеру человек говорит, он это признает. Ну как? Причем, знаете, что самое забавное? Есть такое, я повторюсь 10 раз, 300 раз, я не побоюсь этого и буду всегда это говорить и доказывать. Куча людей, которые каждый божий день, приезжая на обычные вызовы, рискуют своей жизнью. Понимаете, рискуют просто элементарно. Которые реально служат, которые по оперской теме работают, по всему остальному. Спасибо вам за вашу службу. Кто реально служит, как бы тяжело там не было служить. Потому что там остаться человеком крайне сложно. Но, к сожалению, есть те, кто позорит эту службу. И, пожалуйста, обратите на это внимание. Давайте уже дружите, давайте вместе наводить порядки в магазинах. Хотя бы какую-то мы лепту внесем. Очень печально. Сотрудник может голый прийти, в принципе, это же не мешает его деятельности. Вы тут все такие законопослушные Нет, я сам граждане. офицер запаса, поэтому я с вами так общаюсь. Офицер запаса чего? Законопослушный гражданин. Офицер запаса чего? Подпивасной дивизии, ёпта. Имени Фрунзе. А что, мы незаконно послушные граждане, у вас есть основания? Поэтому Не, я не вот так вот совсем. не приезжал к людям никуда. Не совсем. Только Чем мы незаконно Вы послушные? Что мы нарушили, скажите? сейчас меня отвлекаете служебной деятельностью. Отвлекаю Как? я вас, когда я вам позвонил домой в дверь, Не, ваше личное именно время. сейчас, именно здесь. Так занимайтесь, Я вот перед это вами товар, вас занимайтесь. отвлекаю. Все, мы вот занимаетесь. Вы не даете мне возможность Как не даем? описать товар. Пожалуйста, описывайте. Я с вами больше не разговариваю, описывайте. Здравствуйте. товар. Я ушел, я ухожу. Я устал, я ухожу, я обиделся. Все, я с тобой не хочу разговаривать. Надоел. Очень он меня обидел. Он меня, знаете, мне просто обидно стало. Он не меня обидел, он себя, на самом деле, в первую очередь обидел. И я очень расстроился. Правда, очень расстроился. Вот это мой товар. С этого можно Хотели бы пожалуйста. вызвать Какой ответственного. Приехал Мой товар, полицейский. всё, что в этом У нас есть сомнение, что это полицейский. Хотели вызвать ответственного по городу. ваш товар? Это мой товар. Вы называли ранее Нет, мой товар, который сотрудников полиции, верно? Да, приехал полицейский, но у нас с ним конфликтная ситуация. Нужен ответственный. Так, то есть вы хотите жалобу оставить, то есть приехал не тот полицейский. Хотим от... Я еще раз прошу послушать, что сейчас происходит между Артемом и его сотовым телефоном. И прекрасной девушкой, я уверен, на том конце провода. Давайте еще раз послушаем, это важно. Еще раз. Внимание.
Нет, мой товар, сотрудник полиции, верно? Да, приехал полицейский, но у нас с ним конфликтная ситуация. Нужен ответственный. Так, то есть вы хотите жалобу оставить, то есть приехал не тот полицейский. Хотим ответственный. У нас конфликтная ситуация, поэтому мы хотим вызвать ответственного. То есть это не тот сотрудник приехал. Кефир по 25 рублей. Видела? Вот примерно такой же вот диалог. Вот, да, вы все живы? Да? Позвоните тогда, когда всех это. Ответственно вызвать, поскольку полицейский ведет себя очень вызывающе, по моему мнению. Ставите мне адрес. Москва, Новая Москва, область. Химки, Молодежная, 76. Магазин продукты. 524, оператор на линии, оставайтесь с одним вас область. Спасибо. Полиция трубку не берет. 112. Нет, 112 взяли уже, переключают в отдел. Так, внимание! Товар оставляется, кстати. И протокол принятия устного заявления подготовьте, пожалуйста. Секретики, секретики, секретики. Какие секретики тут начались у нас, а? Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Куда это мы пошли? Все, ушел. Что такое? Куда там? Ой, бля. Они полицейского-то забрали. Все, забрали полицейского, ребят. Это пипец просто. Хороший район. Я представляю, что будет руководство говорить ему, когда посмотрит это видео. Я представляю, после такого общения, что сейчас скажут. Нас же смотрят люди совершенно с разных и управлений, и из главка смотрят. Привет, ребята. Ой, я не понимаю, о чем он говорит. Он, наверное, пьяный был. Осуждаю. Это, знаете, это под Новый год реально вот что-то, новенькое. Это вот это вот. Это вот. Ну что там? Шериф. Осталась здесь вот такая камера и револьвер до сюда. Я напоминаю, это рядом, это Москва, считай. Но здесь несколько километров. Московская область. Это Московская область, это Москва. Это ближайшая самая московская А область. кто он по званию не посмотрел? Как крутой Вокер, правосудие по-техасски, с Чаком, мать его, Норрисом. Нет. Здравствуйте, хотели бы вызвать ответственного в магазин продукты. Алло, мне, пожалуйста, 2 светлого и сухарики с чесноком, блядь, можно, пожалуйста, спасибо. По адресу Молодежная, 76. Ответственного за магазин? Нет. Ну да, за магазин, ёпта. Можно, пожалуйста, за магазин ответственного? Пусть СВД приедет. Ну что такого-то? Нет. Ответственного дежурного. Полицейский приехал. Мне, пожалуйста, диетическую колу дай и тройное порви хлебало. Спасибо. Ведет себя, по моему мнению, неадекватно. У нас конфликт с ним, причем не только у меня, тут у всех людей в магазине конфликт уже с ним. Приехал по вызову под просроченный товар полицейский и ведет себя, по нашему мнению, неадекватно. Хорошо, сейчас СВД попробую соединить Химки. Ожидайте, пожалуйста. Ожидаю. А вот здесь особое внимание за Джорджем Клуни. Он же я в главной роли. Знаете, почему я сюда подошел? Как вы думаете, зачем и что там должно находиться? Смотри дальше. Смотри. Это Азина. Я же говорю 777. Я как на Twitch, блядь, зашел. Погнали. Лицензия на алкоголь. О, лицензия на алкоголь-то просрочилась уже. Дата съемки 27.12. А кто? До 7 октября. А вот алкоголь сразу стоит на кассе. Ой, а как так? Как дела? А что такое? А вот это уже по-серьезному. Это прям сейчас увидишь, что дальше будет. Кассе прям. Выявлена была бумажка, понимаешь? Выявлена, потому что... Ну и здесь, да, чекуны. То, что народ травить. Долго ксерокс работает. Что? Пять, 4, 3, 2, 1. Так, секундочку. Одинцовский городской, я не могу выучить ваш телефон. Мне, пожалуйста, еще сырный соус добавьте. И кисло-сладкий, пожалуйста, 2. Я люблю побольше. Алло. Полиция, услышьте, пожалуйста, там нормальные, Ну и ладно, будем оператору 112 передавать. Раз. Полиция, как всегда, на высоте. 112. Вниз слышал слова? Слышал? Передавать. Раз. Полиция, как всегда, на высоте. 112 говорят.
полиция, как всегда, на высоте. 112, блядь. Я сразу эту рекламу с Якубовичем, помнишь, Леонид Аркадьевич, когда он стоит, такое грустная серая картинка, стекло, и он там вот такая капелька капает, и он грустит. Да, где-то грустит один этот Якубович. Вот здесь то же самое примерно. Блядь, просто безысходность. Алло, Артем Алексеевич, Да. общайтесь, пожалуйста, 12 в Химки с оператором. Он поможет, соединит вас с правильным отделом полиции. Хорошо. Бля. Позвони мне, позвони мне, ради бога. Латешечку можно, пожалуйста? Общайтесь. 112, города Химки. Здравствуйте, нужен ответственный, конфликтная ситуация с Вы полицейским. хотите вызвать полицию на полицию? Я хочу, пожалуйста, 2 афроамериканок и 1 азиатку. Ой, бля. Сауна на 88-м километре. Что происходит, бля? Я, кстати, вот эту мимо ушей пропустил, но это вообще разрывная. Ответственного можно вызвать? Ответственный тот, кто отвечает за действия в конфликтных ситуациях и пытается их разрулить. Он на это и есть ответственный. Он на сотрудника хочешь вызвать, а? Ой, бля. Ответственный, конечно, нужен, Началась ебатория. потому что конфликтная ситуация с полицейским. Ну хорошо, я передам в главное управление. Вы можете соединить с отделом попробовать? Попробуйте, могу, оставайтесь на линии. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. Хотели бы вызвать ответственного. Магазин продукты, Молодежная, 76. У нас конфликт с полицейским. Конфликт с полицейским? Да. Фамилия сотрудника как у вас? А не подскажете вашу фамилию? Старший участковый. Майор полиции. Фамилия сотрудника кто у вас? Власенко Денис Васильевич. Власенко Денис Васильевич. Хорошо, оставляйте сообщение, мы сейчас передадим. По батареям постучи, азбуку Морзе и оставишь, блядь. Хорошо, говорит, мы вам обязательно поможем. Мелом, ёпта, обвести. Все, что останется. В глав. Представляешь, куда дозвонились? Туда прям. Просто взял звонок, сбросил. Ну, прервалась, наверное, связь. Наверное, что-то пошло не по плану. Ну, зря говорим. Может быть, реально что-то не по плану пошло. Ну, очень забавно смотрится. Ой, плакать только что-то хочется. Есть такое, это фотография. Не обязаны. Понимаю, ну вообще я не А обязан, давайте я вы не просто будете покажу. вмешаться. Обязан, не обязан, мы сейчас гражданина ведем. Вы затягиваете весь процесс. Я им помогаю. Он, Не надо возможно, юридически помогать. неграмотен. Почему? Я не могу быть его Я представителем. так знаю, Тём, но я просто Зачем пытаюсь, вы всё сотруднику, затягиваете? наоборот, Вы показать затягиваете и, сейчас. Он вам показывает И все. конфликт не у меня с вами, а у вас со мной. Ну, конечно, потому что вы пользуетесь, по моему мнению, своим должностным положением, превышаете полномочия Какие? и нарушаете мои права. В чем? Ну, потом люди посмотрят и скажут, кто какие права нарушает. Все. Хорошо. Только не забывайте, что у вас, как у гражданина Российской Федерации совершеннолетнего, помимо прав, что есть еще? Обязанности, которые я с Верно. удовольствием исполняю. Ну, вряд ли, вы с удовольствием исполняете. С удовольствием исполняю. Если вы любите нарушать чьи права, я нет. Москва, 5961, здравствуйте. Здравствуйте, сейчас общались с отделом полиции. Моей девушки день рождения. Да. Доставку цветов можно заказать, блядь. И бутылочку шампусика, пожалуйста. Какого-нибудь дешевенького, блядь. Сука, я уже не могу. Связь разъединилась. Ой, господи. Не могли бы соединить? Так, жалобы на сотрудников полиции. Да, Химки. Помогайте. Химки, Молодежная, 76. Ну, прекратите, пожалуйста, оставайтесь на линии, сейчас вашу информацию продублируем. И передам на 112 Московской области, поговорите с ними для жалобы. Что составляет осмотр места происшествия, хоть что-то доделает. Что у нас активист Прива принес просрочно, я так понимаю, да? Вот оно, крепкое. Я всегда, когда вижу слово крепкое, максимальное уважение. Там охота крепкая, помнишь, раньше арсенальное было. Как в сиську всадил, и все, и в принципе до завтра ты свободен уже. О, на чё, почему бы и да. Вот оно, пивандепола не надо трогать, все нормально. Пиво, оно вне этих всех вот этих. У них даже лицензии нет на продажу этого алкоголя. Ким, я вас слушаю.
Здравствуйте, сейчас общались с отделом полиции, не могли бы соединить, у нас жалоба на полицейского, конфликтная Макфлури, пожалуйста, с клубникой. ситуация. Я поняла. Соединяю. Говорите. Алло, здравствуйте, с вами только что общался, конфликтная ситуация. А вы не подскажете, подъедет ответственный или нет? Конфликтная ситуация. Мы считаем, что полицейский превышает свои должностные полномочия. Я, насколько понял, он не хочет, необоснованно требует документы. Да, я приехал в Химки и увидел, что он чем-то определенно торгует. Наверное, показался. И так далее. Пришел не по форме одетый. С нарушением формы одежды. С нарушением формы одежды, да. Требует документы необоснованно. Вы меня, пожалуйста, дослушайте. Изначально вы не представились. По вашему требованию. Ларису Ивановну хочу. Я еще раз говорю, сейчас. По требованию я же... Он ведет себя, по нашему мнению, неадекватно и агрессивно. Тут ни один я, ни у меня одного конфликтная ситуация с ним. Это по нашему мнению, я еще раз говорю. Вы нам 19.3 статью угрожаете за то, что мы, заявители, вызвали вас. Требуете паспорт, потому что вы хотите подать в суд. На гражданском порядке вы требуете у нас паспорт предоставить. Правильно. Вот, видите, правильно. У нас конфликтная ситуация. Заявление вы будете принимать на месте? Конечно, разберем сейчас заявление. Вы разберетесь с этой ситуацией. Вы на месте примете заявление? Мы разберемся. Нет, ну в смысле разберемся. Я вам хочу подать заявление. Мы еще не разбираемся. Заявление о чем, от кого. Мы еще пока не знаем. Я вам уже документы свои показал. Показали, я убедился. О, просто сбросил и все. 112 как часы работает, блядь. А дальше мы с вами диалог еще не закончим. Замечательно, у нас отдел полиции. Нечем действительно заняться, зачем просрочкой заниматься. Вот именно, очень много. Не нужна просрочка, да, но не надо убирать ее. Вы свои оценочные суждения оставьте при себе, полицейский. Все, отдел полиции трубку не берет. Красота, просто бросил трубку. Тем временем, как в этом, в блокбастере, пока Леша, он же Джордж Клуни, он же Том Харди Харт Плау, пишет заявление по поводу покупки просроченного и некачественного товара, в том числе чурчхеллы, без маркировки. Это вот очень важно, кстати. Сотрудница магазина начала убирать эту самую чурчхеллу. А уже поздно. Уже чурчхелла была в моей корзинке. В количестве, по-моему, 2 штук, если я не ошибаюсь. Зелененькая и темненькая какая-то, черненькая такая. Я пожелаю чурчхелла. Опа. 22. Тем временем нагнетается атмосфера. Алексей уже, видите, с уважением, извините, уже такая находка. Уже как бы не просто просрочку нашел, а уже, блядь, указал на просроченную лицензию на алкоголь. А где у нас директор? О, а вот это уже говорит, а вот с этого места поподробнее. Поехали. Магазина. Едет. Едет? Да. Едем в соседнее село. Лицензию на алкоголь возьмем. На дискотеку. Тем временем сотрудники магазина по-тихому убирают некачественный товар с прилавка. Там осталось еще нет? Да, каждый Там знаешь такого осталось, товара. конечно. Там еще много такого товара. Да, я тоже думаю, станут убирать. Что, не убирают? Ты возврат сперва сделать не хочешь, чтобы деньги вернуть за тухлый товар? Да. Возврат. Чеки надо возврат. А? Возврат, ничего надо сделать. Возврат, пожалуйста, всех 3000 с чем-то, по-моему, рублей. Хотели мне нанести этот... Представляешь, насколько это? Я еще брал по одной позиции. Ты знаешь, сколько там всякой шляпы было? Так, все, Леша деньги за товар вернули некачественно. Можно все остальное, то, что будете делать, например, отдельно или где-то сюда обязательно здесь. Вы про что? Здесь придется, да, что делать? Так, денежные средства нам возвращают. Девушка, будьте любезны. У вас, я при сотруднике вас прошу, так как у вас нет лицензии на алкоголь, берите, пожалуйста.
У вас лицензия на алкоголь, вот прям висит просрочена. Вот за вами. По алкоголю сейчас предъявит, не предъявит, тогда уже примем отдельное решение. Возможно, все придется изымать, а не убирать. Алло. Сегодня у нас 27. Так магазин закрыт или открыт, я не понимаю. Для чего фотографировать? Вы почему фотографируете? Ку-ку. Только, пожалуйста, гражданин. Ага, да, уважаемый. Вы брат Арайка. хозяина. Арайка? Да. А где Арайка? Сейчас, наверное, уже здесь рядом. Родной брат Арайка. Тромный, да. Ну как тебе сказать? Ну такой вот. Ну как бы у нас братские отношения. Какое нахуй это имеет дело? Вообще к этому, ко всему происходящему. Родной, не родной, какая нахуй разница, блядь? Уже не могу, уже у меня жопа уже болит, блядь. И горит, и болит. Ну, как говорится, старость. А чё? Кровный родной брат. Ну хорошо тогда. Кровный родной брат. Я друг собственника. Нет, друг собственника здесь может быть только собственник. Ну, недавно только на крови поклялись, буквально вот за этот час, перед магазином. Да. Ну, как бы друг, но с такой братской небольшой поддержкой. Вы знаете, правда, я порой все-таки вот пытаясь вообще все вот это вот, осмыслить, да, что происходит. Я не понимаю, почему. Почему просто нельзя было сказать, ребят, да давайте мы просто деньги вам возврат сделаем. Что-то некачественное, давайте мы уберем с прилавка. Никакого ни ролика бы, ничего бы не было. Мы просто уберем просрок. Там и химия, там и продукты, там фрукты, овощи, там что там только нет. Там полмагазина. Просто, давайте, хорошо, мы учтем это. Но это все, это очко. Это полное вообще какое-то очко, беспробудное. Это очень печально. Ну, сейчас Покиньте помещение. Помещение покиньте. Сестра здесь моя. Покиньте помещение. Ладно, тебе потом дома будет при телевизору сидеть кайфовать. Всей семьей. Боже, что за кадр? Вы заявление будете писать, правильно? Конечно. Мне нужен ваш адрес сюда писать, а не хотелось бы, чтобы это было во всеозвучении. Каким образом? Или Адрес чего именно? место жительства. Без проблем, давайте отойдем с вами. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Так связь все-таки есть? Чи нет? Непонятно. Прозвон пошел. Связь, только что забыл. Забыл. Ну, бывает такое. Средство связи появилось, блядь. А? У вас телефон звонил? Да. Блядь. Получается, полицейские у нас обманывают граждан. Не стыдно? Ай-яй-яй. Хорошо. Вы же сказали, что у вас нет средства связи. Правильно, нет связи. Нас, пожалуйста, уже помимо картофеля фри, двух крепких ребят с этого есть просто отделение специальное экстренной помощи людям, оказавшимся в сложных психологических ситуациях, да, и рубашку с длинными рукавами, потому что, здесь явно что-то и пошло не по плану. Ну, тут, если что, обидеть никого не хотел, просто, я поражен. Я правда, это издевательство, ёпта мать, дальше продолжается. А телефон звонит. Это расстройство. Слышала. Тебе показалось? Звонок. Ну, наверное. Ну вот. Соответственно, я сказал, что вызвать не могу в связи с отсутствием средств коммуникации. У вас телефон звонил? Да. Может, вы все-таки уберете некачественный товар с прилавка, пока мы стоим с сотрудником полиции? Много чего надо делать. Сейчас Даже если 10 минут, это 10 минут на месте. Сейчас Да? мы это... Надеюсь, хотя бы адекватно подойти к этому вопросу. Вы свое дело уже сделали, дайте нам поработать уже дальше. У нас недочеты есть, мы исправим. Вы нашли? Правильно? Я к тому, что сейчас происходит вящее правонарушение. Сейчас. Сейчас за 10 минут мы не сделаем этого. Вы же это адекватно понимаете? Тогда надо закрывать магазин на время исправлений. Так, у нас магазин и так закрыт. А, уже все не работает? Чтобы вы вышли, а дальше уже мы свое дело сделаем. Когда мы сможем прийти, не подскажете, у вас такого не будет, нарушения маркировки не будет? Когда дверь будет открыта, вот тогда можете зайти. Как мужчина, ловлю вас на слове. Потом обязательно
что здесь происходило и как здесь ваши сотрудники? Я сидели? примерно знаю, я никого ничего не виню. Просто для Сейчас себя, да. просто, опять же, Как можно здесь было было все это себя вели? по-другому делать, правильно? Как вы Что это с видите? вашей... Мне просто для я, не, общего развития. я не видел, я еще не знаю полностью. Просто посмотрите камеры. Если у То, вас что тем более звук говорят, пишется, это одно дело, а то, послушайте. что своими глазами видеть, Посмотрите, это другое. обязательно посмотрите. Скотч у вас где-то тут был, да? Вот, есть. Вы убедитесь, Ну в том, просто что здесь вы как тоже, бы- ребят, сделали свое дело? Пожалуйста, когда покидаете магазин, Да мы мы свое без дело проблем сделаем. покинем. Здесь вопрос просто в том, что дальше... Я понимаю, у вас А, уже принципиальный вопрос. Нет. Мы вообще хотели, Да. как бы, я с вами начал вообще по-хорошему. Вы мне сказали, я с вами общаться Ребят, не намерен. Мы хорошо, можем просто смотрите. попросить присутствие... Да потому что изначально разговор по-другому, вот в другое русло шло, вот поэтому я захотел с вами пообщаться. А сейчас спокойно, типа, интонацию, спокойно разговор общаемся, так что вот поэтому... изначально разговор, вы если бы видели, что здесь происходило, вы бы Как вас поняли. зовут? Можно Меня спросить? Алексей зовут. Алексей, меня зовут Рустам. Вы нашли, правильно? Вы как человек. Хорошо, вы против всего этого. Вы могли просто прийти, попросить человека, убрать, чтобы все это... Надо Ваше присаживаться, фамилия, надо имя, при отчество и полиции, подпись. все это сделать. Как это на прилавке оказывается? Магазинчик, там 2 комнаты. При этом человек сам 5 минут назад говорит, да там не убрать это за 10 минут. То есть там такой объем товара на полках лежит, что ты его не уберешь ничем и никогда. Потому что там целая партия лежит всего. Это что? Они завозят Это такие бирочку сюда прилепим на изымаемый товар. заходят группы, ну, Я типа прошу разные прощения. люди. Чё- еще раз Фамилия, говорю. имя, отчество. Здесь вопрос просто в том, что если... Ну вы же все вместе, правильно? Ну, конечно, мы ищем же товар, просрочку не только у вас. Мы и в крупные сети заходим, и везде. Здесь вопрос просто, понимаете, в том, что... И отлично, да? То есть вы, получается, вы и друзья, вы заходите, вы друг другу можете быть еще и как бы свидетелями, да? Покупатели. Разве это плохо? То есть, как ваш друг, я не знаю, друг, Я не понимаю, а что в этом такого? Что группа людей зашла, допустим, есть жалоба на магазин. Мы зашли, посмотрели. Не было бы просрока, не было бы вопросов. Что, в чем проблема? Указать магазину на нарушение закона. знакомый Товарищ домой. товарищ, да, когда конечно. сказал, что, ну, допустим, сотрудникам покупатели не могут найти общий язык, что-то такое, да, то есть сотрудник неправильно себя ведет. С сотрудником Полиция. покупателя. Можно с вами отдельно пообщаться? Просто по-мужски. По-человечески вместе пообщаться. По-человечески я вам просто скажу, в чем была вообще причина. Когда начали сотрудники, ребят, кидаться, после того, как им указали на то, что есть проблема со сроками годности, когда мы это купили, и когда здесь пришли... Блять! Блять, этим вот, знаешь, вот мелом по доске. Вот, ой, блядь, не могу, сука, у меня прям рвет прям жопу, блядь. Ну просто не могу. Вы просто Можно послушайте. вместе пообщаться. Вы просто послушайте, что Я говорите. готов вас слушать. Вы Давайте меня отдельно. спросили, я могу вам просто... Я вас слушаю. Я вас слушаю. Есть вопрос Ну еще 8 оборотов сделай. Можно еще по диагонали мотнуть. в том, что когда люди приходят, и вы послушайте по камерам, что они говорят. Это просто позор. Я знаю кучу людей с Кавказа, совершенно разных наций. Я в шоке был, что они говорят здесь. Я вот за это, вот понимаете, я в шоке был. То, как они здесь опозорились, двое, которых сейчас забрали, сотрудники полиции. И после этого вы мне говорите, я с вами не намерен разговаривать. Если вы услышали, что здесь они говорят, Вы изначально поверьте. по-другому, по-другому ситуация была. Я вам сейчас сказал. Поскольку завелся у нас Я вам разговор, сейчас сказал. Я вам предложил. Если вы не против, сотрудник полиции, мы можем Я, просто к сожалению, поговорить. еще мне нужно, да. Пока я пишу. Ты заметил, уровень у меня растет, левел качается, как на Сирусе. World of Warcraft сервере, да. О, ну да, топовый сервер, ребят, еще World of Warcraft, проект Sirus, сервер X4, играем Но это не реклама. каждое воскресенье в прямом эфире на этом YouTube-канале. Лех, ты тоже играешь в Вовку? Топовая игра. Ну, конечно. И если вы хотите играть вместе с нами, Обрезал мою речь, я так старался. Или ничего не говорил, не помню, ладно. переходите прямо сейчас по ссылочке в описании, скачивайте клиент игры, игра абсолютно бесплатная, и будем играть вместе с нами. Плюс для тех, кто скачал клиент игры по моей ссылке, я периодически провожу розыгрыши. Денежные призы. Например, на той неделе мы разыграли 30 тысяч рублей. Сколько? Среди тех, кто просто... 30. Блять, извините. Среди тех, кто просто зарегистрировался где по моей я? ссылке. А где я был? А где ты был? Ты, наверное, участвовал с левого аккаунта, да не выиграл просто. Да я молчал, да, я так потихоньку, как обычно, инкогнито, понял, в инвизе. В общем, ребят, ссылочка в описании. Проект Sirus, сервер X4. Я за Альянс. Орда сосет Альянс вперед. Ну да.
да, ну да. Да, кстати, скачайте там по ссылочке внизу в описании, да. О, мага! Там вообще пушка-гонка, да, бесплатно, все бесплатно. Все для вас, да. Спасибо, кстати, кто скачивает. Хотя бы клиент от души. Я знаю, Лех, что ты за орду. Давай, братан, расскажешь. Если было бы сразу адекватное поведение, Ребят, и конфликта бы не было можно никакого. камеру выключить, мы сейчас на спокойных тонах общаемся. Ну, не обязательно, мы все люди. Ну, опусти камеру. Опусти камеру. Нет, ну, ребят, я понимаю, это ваша работа. Я даже запись идет и говорю. Все можно. Это наша работа. До сих пор человек просто понять не может. Это наша, блядь, работа. Это ваша работа. Сделать красиво. В любом случае, что бы ни было, всю ситуацию можно разрулить красиво. Согласен полностью. Если вот люди не начали кидаться на нас до этого, представители магазина, как они сами сказали. Ладно, допустим, они не правы. И что это значит? Вы должны прицепиться до конца, что-то вот навредить, что-то плохое. Еще разочек. Как? Я прошу прощения. Допустим, они не правы. И что это значит? Вы должны прицепиться до конца, что-то вот навредить. Конечно. Мы только не навредить, а доказать то, что... Доказать и наказать именно по закону такое место, где нарушаются права как продажи, так еще и в 21 веке, ёб твою мать, в Москве, в Московской области, средь бела дня в предновогодние дни, чтобы кто-то кидался еще в магазине. Тем более с криками, извините, по разжиганию межнациональной розни. Можете посмотреть в предыдущих роликах, что там орали, кричали. Это очень печальная практика. Она ни к чему хорошему обычно не приводит. То, что он там ляпнул и что он сказал. Что он заберем и куда он там что увезет кого. Так что это очень печальная такая вещь на самом деле. Но по 2-3 людям всех судить никто, естественно, не будет. Везде есть такие. Они представители магазина. Что вы получите от этого? Вы получите штраф. Пару копеек. Я пару копеек не получу. За что? Вы получите штраф свой. И что? Вы получите общественное порицание. Что вам с этого? Мне ничего. Чувство выполнено долго. То, что вы продавали просрочку. Я вам много магазинов покажу. А мы во многих были уже. Смелость, если хватает, заходите. Мы во многих были в соседних уже магазинах я ваших. могу по адресам вам сказать. Говорите. И Скажите. я за вами зайду, если вам смелость хватит. Мы вам скажем, каким. Смелости хватит. Это есть какие-то магазины, куда можно зайти и не выйти, что ли? О какой смелости речь вообще идет? Да заходите в любой хоть магазин. Ну, мы и заходим. Вы что, на рынке не покупаете яблоко себе? Нет. Причем тут яблоко и детская просрочка? Да, кстати, причем тут яблоко, детская Два питание. месяца просроченные, это нормально? Тогда, ну, если так взять, ну, причем тут чипсы? Чипсы просроченные Сейчас были. говорим не про это. Суть в том, что просроченные товары есть. Ребят, Мы на нашли рынке не просроченный покупаем. товар. Вы нашли просроченный товар. Ну. Вы опять на принцип идете. Я со всеми иду на принцип абсолютно. А не надо. Надо. Разговор вообще ни Я о так чем. живу по жизни. Когда ко мне люди нормально, и я к людям нормально, мне кажется, это обычные человеческие отношения. Я не обращался к вам. Я спокойно. И я про магазин говорю. с вами общаться. Это же представители магазина были. Вот при женщине все это Я было. тоже один из представителей. Это тоже были представители. Они, я считаю, повели себя некорректно, как недостойные мужчины. С моей стороны, Некорректно. я могу в сторону вам сказать. То хорошо, все. Что я не так сделал, да? Они на него напали, Не, а он просто что я по думаю, факту мужики сделал? так не поступают. Как? Что? Вот если бы девушка Не приходит, сделала- просрочку Нет, не снимают вам? Знаете, ребят, если бы девушка сделала, я бы понял. это девушка. Если бы девушка Она пришла и сняла просрок, А? если бы девушка пришла и сняла просрок, это нормально. А мужик пришел и снял вам просрочку, это Что, плохо. хорошо, нет, неплохо. Что дальше? Что? А что Ну дальше вот мужик он пришел сделал? и снял просрок. Что дальше мужик сделал? Он пришел и снял вам Дальше я просрок. написал заявление, магазин наказали, и вы приняли это во внимание, эту проблему. И в дальнейшем будете справляться. Не исправитесь, еще раз придем. Вы увидели просрочку, вы приходите, открываете, тут говорите... Я готов оплатить этот товар, я же сказал. Вы не оплатили? Давайте я оплачу. открыли товар. Хотите, чтобы он оплатил? Давайте я оплачу. Подождите, вы сейчас оплатите еще заново вот какой-то там что-то придумаете? В смысле, ну это некачественный товар. Если ваш магазин продает некачественный товар, я готов его оплатить. Как вы оценили? Чем вы оценили? Достань как камеру. вы оценили? Я объясню, почему некачественный товар. Так, чем мы оценили? Смотрите. У вас есть телефон с собой? Я вам прям покажу, где написано, что он некачественный. Нет телефона? Ну видите как я вам У вас объясню. же есть. А я вам не хочу свой телефон показывать. Вот здесь вот должно быть помимо наименования и даты изготовления еще срок годности и условия хранения. И Если... этим говорит качество, а то, что... Конечно. Нет, у нас есть законы. Вот я куплю Технический домой, регламент. отнесу. До какого я могу это есть? Скажите, пожалуйста, как продавец мне. Вы не можете это есть. Вот любой товар возьмите, что здесь написано? Вот на любом товаре. Вот Везде есть срок годности. Не В чем забывайте разница с от спиртом этого? просто. Зря здесь вообще Артем разговаривал. Это разговор в никуда. Это, ну, это, к сожалению, это просто в пустоту разговор. Пусть это будет мое мнение, но
Это и так понятно. Это очень это грустно. Салфетки протереть свой телефон потом. Каждый день, каждый минут. Ну не фоткайте меня, пожалуйста. На каждом упакованном товаре в отсутствии потребителя. Не, мы будем фиксировать все на видео. Вот я взял с полки. Не подскажете, до какого я могу это есть? С ними не надо, пожалуйста. Ваша просьба отклоняется. Вы поворачиваете в мою сторону, я не дебил. Ваша просьба отклоняется. Все, дальше. Вы не имеете права. В суд подайте. Вот поэтому вас так наказали. Как меня наказали? Вас накажут, нас никак не наказали. Как продавец, подскажите мне, до какого я могу это есть? По-другому. Ну, то есть вы понимаете, да? Ну, скажите мне. Нет, может, я повторюсь, мне всего, ребят, 35 лет. Я прожил не такую большую жизнь. И как, как вот это вот возможно? Ну, на камеру человек говорит. Вас по-другому накажут. Спокойно все общаются. Это прямые угрозы. Ну, как это возможно? Ну, как? Ну, я не понимаю. Как нас накажут? Вы угрожаете мне? Здесь надо проверять все это видео. Полноценно проверять все это видео от А до Я и действия вообще всех людей в этом видео. Это вообще, это АТАС. Я не угрожаю. Ну как-то меня накажут, вы говорите? Я не сказал, что я накажу. Накажут, вы сказали. Вас накажут, ну, конечно. Это абсолютно, да, не угроза. Поэтому и вас наказывают. То есть вы знаете. Говорю. А, меня уже наказывают. Кто? Пока вас только наказывают, раз мы к вам Вы пришли. провоцируете, да? Я говорю, давайте я плачу. Некачественно не ешьте, не берите. Давайте я плачу. Идите. А почему вы зашли в этот магазин? Давайте я плачу. Начали открывать. Нет, магазин не работает, вы ничего не сможете. Давайте я плачу. Магазин не работает, мы ничего не Работает, вот у вас все. Ужасно себя ведут. Ужасно, просто вот. Повторюсь, дальше с превеликой радостью буду ездить по всему Кавказу обязательно, я повторюсь, и казахи, и к чеченцам, к ребятам заеду. Вот в Дагестане были. Прекраснейшее место, отличнейшие видео, можете на канале посмотреть, на канале Hardplay. Буквально за пару дней мы сняли то, что успели снять. Но не ведут себя так люди. Не ведут они себя так. Культурные, воспитанные люди, с которыми приятно общаться, которые гордятся своим регионом, которые помогут, поддержат всегда. Я не знаю. Я не понимаю, я говорю, может быть, действительно Москва все это меняет, может быть, она действительно переворачивает все с ног на голову, и люди просто рассудок здесь теряют. Наверное. Я не знаю. Напишите в комментариях. Я не понимаю, что происходит. Все, и терминал работает, и касса работает. Не работаем, мы приняли решение не работать. Все, не продадите сейчас товар. Нет. Нет, вы пока не оплатили, открывайте товар наш. Сметану открыли, то открыли. Она не понимает, о чем речь. Она не понимает то, что элементарно просроченный товар, он не имеет никакой ценности. Ноль у него ценность его. Можно его открывать, выливать. Я не знаю, блядь, на потолок его прилепить. Ничего он не стоит. 0 рублей у него ценность этого товара. Да, потому что так можно делать по закону. Сметаны кидаетесь на человека. Я кидаюсь на человека? Вы зачем Да. сейчас обманываете, глядя мне в глаза? Ну, у нас, ладно, фиксируется на камеру, у вас тоже есть на видео, кто в кого кидался и так далее. Хорошо. Зачем вы сейчас прям в глаза мне нагло врете, если вас тут тем более не было? Ужасно. Вы же не знаете, что тут было. Зафиксируй пока. А, тут еще просрочка, да? Ой, смотри, все до 27-го, до 27-го, 22.04, 22 срок годности 180 суток. На 2 месяца просрочно. Тоже до 27-го, до сегодня. Ну, вы все видите, ребят, сами. А не подскажете, вот этот товар свежий или нет? Не подскажете? Нет, у меня магазин не работает. Эх, жаль. Купить хотел. Хотел прибыль магазину сделать. Главное, чтобы вам еще не дали. Ну, вы, в принципе, вам уже дало. Вот просрочкой торгуете, деньги зарабатываете. Если бы я не сделал возврат сейчас, я пришел домой, мог бы отравиться в теории. И деньги в магазин оставил. А мог бы по дороге упасть, ногу сломать. Мог бы. Эти вот тонкие, вот эти вот беспонтовые намеки, упасть, сломать там что-то совершенно случайно. Главное, чтобы другие люди, никто там не упал. Сотрудники вашего магазина вышли, не попадали. И так далее, и тому подобное. Даст Бог, кстати, там очень были скользкие лестницы, на самом деле. Это просто, я говорю, это АТАС. Это АТАС просто, блядь, что творится. Я не понимаю, почему так. Почему это все безнаказанно остается. Я в шоке просто. Но это меньше вероятность. А если я купил уже просроченный товар, вероятность отравиться гораздо больше. У нас здесь разговор в тупик зашел. Ух, блядь, как снег на голову, представляешь, как это, как этим, да, как в декабре снег выпал, и коммунальщики такие, разговор у нас в тупик зашел, не ожидали снега. Да, вот он, пожалуйста. Что-то произошло, давайте разбираться, что.
Все это время, да, ваш покорный слуга был за кадром с самим сотрудником, да. Там интересный разговор. Сейчас, я думаю, сейчас здесь Артем все покажет, он не будет это вырезать. Нам надо, я так думаю, нам, наверное, нас не понимают. Давайте мы продолжим здесь, да, Да, хорошо, да. Зашел в магазин продукты, по какому адресу? По какому адресу? А у вас есть харум-амбурум? И жвачки Лофыс 2. Дайте, пожалуйста, для меня и для вас. Я у вас спрашиваю, вы знаете, по какому адресу? Я у вас... Блять! По какому адресу? Ну, я у вас спрашиваю, вы знаете, по какому Я адресу? у вас спрашиваю, по какому адресу вы приехали? Вопрос? Это, на самом деле, это самый гениальный разговор, когда... То есть, я все прекрасно, вот эти вот методы разговора, их прекрасно знаю. Прекраснейшим образом. Не спрашивайте, откуда, зачем, почему. Я прекрасно знаю, как они ведут диалоги. Я прекрасно знаю, на что они обычно давят. И поэтому я просто развернулся, сказал, здесь так не работает. Я ему четко это сказал. Когда он начал вынюхивать, кто, что, где, я говорю, здесь так не пройдет. Я говорю, и покрыть этот магазин не получится. Я говорю, никак, вообще, без вариантов, без шансов это сделать. Я говорю, здесь дело принципа. Здесь дело чести и достоинства это сделать. Ну, пожалуйста. А какой адрес? Какой? А вы куда приехали? Это я у вас спрашиваю, это нет, я у вас спрашиваю. Блядь. Я вам задаю. Я здесь должно лицо, и я вам... Я здесь командую, да. Помните, как в Джей Молчаливый Боб? задаю. А после проведения процессуальных действий Уже на допросе. задавать. Я на допросе реально нахожусь? Нет, вы объяснение пишете. Если вы не знаете адрес, я тогда напишу, Объяснение я, кстати, пишу. что вы адрес... Нет, я ему укажу сейчас адрес. А что у вас разговор тут зашел? Мне очень понравился разговор. Надрочка максимальная просто. Но это не важно, это пусть при нас останется. Я не записывал никакие разговоры, просто я думал на понимание сотрудника. Но... ГО Химки, улица Молодежная, 76, правильно? С целью покупки товара. Проходу свободите. Магазин не работает. Магазин не работает. Нет, магазин закрыт. Магазин закрыт. Я сказал, магазин закрыт, здесь проводятся следственные действия. Так, все, пожалуйста, прочитайте. Аля. Прочтите, пожалуйста, я могу разобрать. В магазин я зашел совместно со своим товарищем по имени Артем, по фамилии вроде Волков. Его контактные данные... Прошу прощения, извините, что я перебиваю. Вы так и написали, вроде Волк? Ну, ничего страшного, это же не процессуальное, не постановление какое-то. Знаете, помните, это как в жвачке Лофыс было, и там, короче, открываешь, там такой фантик, и там написано «Любовь это, когда вот он смотрит на тебя, как хардплей». Можно мем, пожалуйста, в наш паблик ВКонтакте, ссылочка, кстати, тоже есть в описании. И там кучу разных вариантов подставьте, пожалуйста. Очень это. Любовь это, когда он смотрит на тебя, как хардплоу. Да, пожалуйста. Это объяснение. Пожалуйста, с моих слов записано верно, вы же сможете записать? Это да. Дальше. С моих слов записано верно, запятая. Мною прочитано. Подпись, фамилия, инициалы, дата. А подпись, фамилия где пишется? Где угодно. Вот здесь, в каком угодно. Хотите сначала фамилия, потом подпись, подпись, потом фамилия. А полностью? На самом... Или разве? Ну, Чего? фамилия, имя, отчество. Фамилия, инициалы. А, инициал. И подпись там. Хорошо. Всей палаты ржали, блядь. Что думаешь, один можешь голову людям вздрачивать, блядь? Не. Это я еще просто, ну, как бы, как гражданин только могу обращаться, к сожалению, да. Жаль, нет с собой вот этих вот тоже всяких там, да. Да, очень мне нравилось всегда с ними общаться. Надрочка вообще, блядь, максимальнейшая. Описать буквами. И да. 27.12.2002. Арян? Можно верно. Блять, сука, я сам угораю. Нельзя такими быть. Вот это очень плохо. Очень плохое поведение. Осуждаю сам себя. Все, теперь заявление, да? И вы... Ля, ухо, смотри, бордовое. Ой, бля. Ухо аж это, аж оно аж, я не знаю, оно того пурпурного цвета стало. Мы с вами следственные действия все закончили. Да есть проблема одна. Я в 13 покинул, уже домой поехал. Я
Я стал невольным свидетелем нападения на человека. Какого? Вот здесь интересно очень послушать. Как какого? Рядом со мной Ну, стоящий. я вас вызову, у меня есть ваши данные, мне вы пока здесь не требуете. Он хочет дать, скорее всего, объяснение по этому факту, конечно. как он был свидетелем. Покиньте место проведения следственных действий. Ходите, не переживайте. Очень внимательно слушайте. Слушайте сейчас, что он будет говорить. То, насколько вот этим же оружием его, ну, да, завуалированно назовем это оружием, насколько цепляет, понимаете? Вот насколько вот зацепило вот это эго, послушайте, что сейчас будет. Послушайте, просто вдумайтесь. То есть свидетеля вы удаляете? С места проведения следственных действий. Вы удаляете? С места проведения следственных действий, да. А мало ли, не дай бог, что с ним завтра что-нибудь случится. Нужно сейчас. Не, я не говорю, что нужно уйти вообще куда-нибудь по месту. Вот здесь, пожалуйста, рядышком с магазином находитесь. Нет. У нас время на магазине висит. До скольки работает магазин? Вывеска закрытая висит. Пойдем вместе. А у вас тут есть туалет? Проводите, пожалуйста. Очень много времени, к сожалению. К счастью. А куда сотрудник пошел? Проводите, пожалуйста, меня в туалет. Не, ну, ребят, времени реально много прошло. 5 или 6 часов там находились. Я не помню сколько. Мы уехали, уже просто темень была полная. Давайте я сейчас открою. Да, не надо, все в порядке. Чего не надо? Я передумал. Я обиделся. Я передумал, спасибо. Бля, я не помню, что я говорил, представляешь? Сколько уже, полгода почти прошло. Бля, смотри, у меня прям идеально, да? Сам себя читаю. Все нормально. О чем вы передумали? Потому что сотрудник попросил покинуть? Он еще не просил покидать. Он сказал потом, когда заявление напишите. Опять не получилось. Как вам не стыдно? А вам как не стыдно людей травить? Еще нам что-то проговорите. Еще нам что-то говорите. Вы Я вас травил? мне лично этот магазин Я продал вас просроченный. травил? Мне лично этот магазин продал Я вас просроченный травил? товар. Да, ты травил. Потому что, как ты и сказал, ты имеешь прямое отношение к этому магазину. Да, ты травил. Лично ты. И то, что ты взял и не проконтролировал, что у тебя в магазине происходит. Точнее, не проконтролировал, ты прекрасно знаешь, что у тебя там творится. Вообще, от А до Я ты знаешь, что там происходит. Это ни хера не новость. То, что вы выкладываете все, блядь, просроченное, тухлое, вонючее, галимое говно на прилавок, которое потом едят наши обычные граждане. Вот и все, дружочек. Повторяю. Вы меня не слышите? А вы меня слышите? Мне Почему тогда лично вы говорите этот не магазин стыдно? продал просроченный товар. Вы как меня представитель обвиняете магазина. в чем-то, то, что я не сделал. Я обвиняю магазин. А вы как представитель Мозги сейчас? собираете, не заявление надо подавать. Все. Вот показал свою грамотность. Вот она, Молодец. личность. Ваша грамотность тоже видна. Давай на оскорбление переходи. Уже Я не видно ваши оскорбляю. права. Давай, давай. Почему вы меня обвиняете в том, то, что я не сделал? Я магазин обвиняю. Ты меня не Вы слышишь? сказали вы. Вы. Со мной общаясь. Я с тобой на ты. Я вы имею в виду Со мной вы. не надо на ты. С вами мы вместе песочницы не играем. В песочнице не играли. А в магазине просрочку убирали. Кто? Мы. Видели? Конечно. Я вот вы убирал убирали? просрочку. Ну, убирайте дальше. Ну. И вы сейчас будете убирать. Я готов Точнее, уже платить за это. убрали. Сможете сделать? Что? Уберите всю просрочку, я готов платить вам. А зачем мне это надо? Мне ваши деньги не нужны, Не спасибо. знаю, почему-то вы сами Которые вы деньги заработали за просрочку, возможно, за продажу. Вы же можете убрать просрочку? Уберите, Я вам уже оплачу. ее убрал. Я вам оплачу, уберите А вот всё, в туалете? пожалуйста. Я уже и так Ваши убрал. принципы вам не А помогают. дальше ваша работа. Выполняйте. То вы стоите просто так Это вы здесь. должны Лучше в товар убирали. Можно все. Да, я буду решать. Что умный человек. Еще спорить стоит. Нет, чтобы убрать. Да нет, я просто поражен. Пусто. Убрать надо 3 позиции, и все, и разговор весь закроется. Если дальше продолжить спорить, здесь сейчас можно все убирать с прилавка. Вы же понимаете? Еще раз. Тяжело. Вы вот за время нашего здесь пребывания 3-й раз меняете свое общение в отношении нас. То мы нормально В отношении к вам, общаемся, в то отношении ненормально меня к вам общаемся. Ну, вы поймите, мы... Вы общаетесь по-другому. Ну, конечно. Ваш знакомый по-другому. Ну, все У него правильно, свои но он... принципы. Смотрите, Так пусть живет своими принципами. меня почему пусть не сейчас трогает. просто? Вот объясните мне тогда. Сотрудник полиции, кто пишет в чате, извините, как бы на клапан может по-разному давить. Да, он ушел в туалет, да, его проводили. Не надо дискредитировать. Тут пишут тут ерунду разную в чате. Да, бывает, вот приспичило. Что ты начинаешь-то тут? Прекрати, пожалуйста. Хорошо, мы с вами нормально общаемся. Почему сейчас просто не убрать позиции, которые нарушают закон, взять При их вас? просто при нас При утилизировать? вас? Ну, конечно, вы обязаны Не сейчас могу. будете сделать. Знаете Вы же почему? понимаете. Знаете, почему не могу? Потому что тут слишком долгая работа. Так вы все. Так их немного.
4-й раз уже пару обуви надо менять. Опять переобувочная. Ну как так-то, если ее много? Так ее много, блядь, или немного? Можно уже к чему-то прийти, определиться, нет? Все время, что здесь стоите, вы могли бы уже это сделать давно. Реально, сейчас вам убрать просрочку, это 15 минут, утилизировать ее 5 Это не минут. 15 минут. 15 минут. Это не 15. Мне помочь Значит, ее много. вам вместе с Это вами не 15 минут. сделать? Для того, чтобы убрать, надо еще пересчитать весь магазин. Чтобы убрать просрочку, надо пересчитать весь магазин. Вы могли бы просто взять все в корзину. Ребят, Всё вы это сделали свое утилизировать и дело? всё. Да Своё нет у дело нас сделали, дел правильно? никаких. У нас и дело Хорошо. вместе с вами должно быть, Вы понимаете? сделали? Написали то, что просрочено? Написали, что магазин, что-то вот какие-то там минусы и все такое недочет? Все, спасибо вам. Хорошо. Но магазин не должен работать, пока на прилавках некачественный товар. Кто вам сказал, что магазин работает? Дверью, потому что в нем открыто. И люди посторонние в него заходят. Конец истории. А я говорю, он не должен работать. А кто вам сказал, что работает? А я вообще Почему не вы говорил, что он заводите об работает. этом разговор, если об этом даже разговора не было? А я завожу об этом разговор. Не было, Не теперь было об есть. Теперь есть. Я вам говорю, что магазин не работает. Кто вам сказал, что работает? Видите, покупайте? Работал до этого, конечно. Вот покупатели стоят. Не покупатель? Покупатель, он у нас... Опять Дианон какой-то. Прекрати. Пил. Тоже форма есть. И на Чего? улице снег идет. Что ж ты все переобуваешься, темы сменяешь? Мы тебе конкретно за просрочку говорим, за некачественный товар на прилавках. Я знаешь, что заметил? Вот сколько магазинов, да, вот сколько уже все это занимаешься. Причем никогда не понимал проблему просто взять и убрать все с прилавка, извиниться. И все. И разговор. О, борода какая седая, ничего себе. Сидим. Сидим. Весь закроется. Причем это люди, которые они до талого, понимаешь, вот топят, и они, хотя они понимают, то, что по факту-то ребята пришли, указали на недостатки. Уже когда взяли тебя за колокола, уже до последнего, знаешь как. Зачем? Задние уже не дают. Так зачем? Принципы. Зачем? Принципы. Глупость и нет принципы. у них таких Глупость. принципов, понимаешь, Глупость. людей. Глупость, понимаешь? Глупость и принципы. Вот две вещи. Глупость может быть. Глупость и принципы по глупости, которые в голове возникают. Не предоставили и не убрали алкоголь. Так. Вот здесь очень внимательно обратите внимание на каждое действие, каждый шаг сейчас сотрудника. И именно вот прям вот от А до Я. Я ничего не придумываю, я отталкиваюсь только от того, что вы видите своими глазами. Обратите внимание, как он вышел и к чему он сразу вышел. То есть, и как он долго его не было. Очень внимательно. Смотри. Не предоставили. Внимательно. Не убрали алкоголь. Оп. Так. Продолжаем с вами. Товарищ, у нас до сих пор алкоголь на прилавках стоит, ничего никуда не А я же привезли. сказал. Чего? Я же сказал по поводу лицензии. Так ее не привезли. Как на прилавке алкоголь стоит? Ее нет, в принципе, в магазине она не находится. Предъявит? Извини. Не предъявит, пока я еще Когда не ее здесь не предъявят? закончу. Пока мы с вами здесь общаемся. Должны, да. пока Кому мы надо здесь, показать? Мне можешь показать? Да, лицензию. Покажи мне. Электронный дело. Что это такое? Лицензия. Продлили, Покажите да? мне. Покажите. Ты серьезно сейчас? Да. Ты мне показываешь фотографию лицензии? Это не фотография в электронном виде. Дальше смотрим. Это то же самое, что висит сейчас на стене. Не Это сами, то же самое, что сейчас на стене висит. Даже здесь. Принесли Теми же самыми лицензию сроками. с истекшими сроками и показывают. Я даже не понимаю, что это такое. Уж куплено все это, по моим предположениям. В котором я приобрел. Когда? 27-го. Бычье сердце у тебя? Какое бы еще сердце? Хурма? Хурма. Хурма, она там в тележке лежит. Это чисто на человечность, как они продадут или нет. Причем, я знаешь, как сказал? Я говорю, малому хурму, говорю, хочу купить. И Я, знаете, как было, ну, это уже, конечно, со слов, без шуток, ну, говорю, как есть. Подхожу, говорю, слушай, хурма хорошая. Я говорю, у меня малой заболел. Не дай бог, конечно. Я говорю, хурма хорошая, толковая, нормальная. Да, конечно, клади. Она на витрине еще лежала. То есть он знал, какой товар, и он говорит, да, все равно бери. Ничего вообще человеческого. Абсолютно. продана была вот эти сопли. Смотрите, ребят.
Еще немного убрали, частично опять же. Часть все равно оставили с нарушением маркировки. Что-то они убирают без годен до, а что-то не трогают. И полицейский опять что-то в подсобочке закрылся. Совещание какое-то. Я не знаю, я лично тут усматриваю какую-то коррупционную составляющую. Я не знаю, ребят, писать вам в комментариях, опять же, ваше мнение. Но я считаю, что человек данный... Полицейский уходит на инструктажи. И, возможно, еще для чего-то. Можем только предполагать, для чего. Постоянно уходит от людей, которые сделали к нему обращение. Постоянно что-то происходит где-то. Ни нагрудной камеры, фиксации работы, не знаю, положено опять же или нет. Ничего нет. Вообще непонятно, что происходит. Просто жесть какая-то, блядь. Недостоин звания сотрудника полиции. То и дело в подсобочку к ним бегает, то и дело зависает там. Что там? Опять подсобки закрылись. А что он ушел-то? Ты меня спрашиваешь? Не, о чем он сказал? Просто надо. Бланки бросил просто, посмотри. Причем ты понимаешь, и он отошел, он также там со мной умудряется разговаривать. Он Я с тобой говорю, у меня так же? нет камеры, микрофонов, да. И он дальше также продолжает. То есть это стиль общения такой? Это просто это образ жизни уже такой. Причем реально у меня не было ничего не записано, ничего нигде не включено. Как я сказал, так оно на самом деле и было. У меня не было ничего абсолютно на себе. Я человек слова, я как сказал, так и сделал. Нигде ничего не попало, наш разговор никуда. Потому что тупо не на что было записывать. Я даже на телефоне не стал включать никакую запись. Это очень тоже важно понимать. Не хочу личные данные ваши показывать, просто с личными данными. Мы самой собой заблюрим. Просто положил. Не хочу личные данные ваши раскрывать. Да это... Вот здесь, да, кстати, тоже интересный момент. Заявление, которое пишется, все личные данные лежат вот на столе. При всем при этом от магазина, от сотрудников идут угрозы, и до этого они кидались на одного из нас. Вопрос. И что? Вы тоже ходите. Охраняйте свои личные данные. Это полицейский должен делать, а не мы. Девушка, мне вот честно интересно, как вы сейчас будете... Ладно, вот с этим, это мелочь. Как вы будете сейчас вот с этим этот вопрос решать? Нет, наше. Это наше дело. Как вы будете с алкоголем вопрос решать? А это уже не ваше дело. Потому что там уже вопрос решается. Мне сейчас будет написано заявление, так как вы себя вот так вот ведете, я посмотрю, сколько вы за этот штраф заплатите. Да. Через неделю я еще раз к вам сюда приду. Каждый божий день. Это мой любимый магазин, с Подмосковья буду ездить. Таких наглых я не видел людей. До 90 суток. 40. 40 тысяч лайков. Вы все поняли. Приостановления деятельности. Ну, теперь будете видеть чаще, Я видимо. думаю, что если бы я в Ереване так зашел в магазин и купил вот так вот, Ереван. потому что нравится мне это. Ну идите и покупайте. Причем тут Ереван, Ереван. Да потому что я знаю отличнейших людей оттуда. И будете смеяться, я немного понимаю. Я сам говорю не особо, а вот немного понимаю армянский язык. И знаете, что самое забавное? Вы там говорили такие вещи. Очень жаль, что на мне не было микрофона. Очень жаль, друзья мои. Так что задумайтесь на эту тему. Как можно влипнуть. И что вы там наговорили? Почему я тыкаю? Ты заходишь и сразу ты. Вы какой правый видите, а ты сам не обращаешься. Вы себя похабно ведете. Лицензия. Лицензия, внимание, на телефоне показано. Лицензия на телефоне. Фотография с телефона. Лицензия, блядь. Очень внимательно следите за действиями сотрудников. Специально вышли в коридор, чтобы мы видели, что что-то показывается. Чтобы потом было основание кое-что сделать. Внимание. По телефону. Не лицензия, это бумажка. В кружочек обведено. То, что вот сделано в этом году, заканчивается в этом, из-за коронавируса продлена до 7-23 года. Блять, фотография на телефоне. Юридический адрес. Молодежная 68 вижу. 76 вижу. Все! Конец. Все. Хорошо. То есть сама Все хорошо. Майор полиции. Лицензия с телефона. Отсутствие лицензии в магазине на алкоголь. Все. Хорошо. Накаточек. Классный, кстати. Да, я тоже оценил. Да. Ну, бывает такое.
Тут есть несколько вариантов для чего. То есть нам вышли на камеру показать наглядно, просто усмехаючись, что он якобы что-то предоставил с телефона. Ой, блядь. Это можно что угодно напечатать, распечатать, вот так сфоткать, сказать. Тем более время было. Они, скорее всего, так и сделано. Лицензия не нужна уже. Вот так вот. Что-то сотрудник полиции документы так не хочешь проверять. С телефона, если ему покажешь, я уверен, он будет недоволен. А как лицензию на алкоголь нормально с телефона? Паспорт надо, да, без обложки. Обязательно, мало ли что. Но лицензия с телефона, это да. Чем они там в кладовке занимались пока? Уважаемый оператор. Внимание! Очень внимательно смотрим. Вот этот момент. Кульминация, блядь. Лицензии так в магазине и нет. А вы здесь присутствовали во время продажи? Безусловно. Тогда можно вас паспорт, пожалуйста? Я вас тоже опрошу, как очевидца. А я не хочу быть. Почему? А я вас не хочу. Я вас хочу, чтобы вы дали... Представляешь? Она говорит, я не хочу быть свидетелем. Она же может отказаться. Объяснение давать. Почему? Потому что Потому что закон, блядь, есть. Бывает такое. Когда форму одеваешь, идешь на службу, его надо знать. Все, конец истории. Лариса Ивановна. она имеет право. Так, все, мы с вами завершили. Вам можно, даже нужно покинуть. Я понял, я с радостью, но так и не решен вопрос с Покиньте алкоголем. помещение. И вот здесь начинается, блядь, основной цирк. Основной цирк такой конкретный начинается. Вот эта вот обидка на меня. Он мне говорит, покиньте помещение. Я четко говорю, где, почему алкоголь вот до сих пор висит, стоит, господи, на прилавках. Почему не предоставлены документы? Так это Дальше вопрос идет. дальше. Мы с вами не Покиньте закончим. помещение. Я буду этим вопросом заниматься, не переживайте. Вы бы вызвали? Вызвали. Помещение покидывайте. Вы отказываете мне в обращении? В каком? По поводу продажи алкоголя без лицензии. Я сейчас занимаюсь другим. Выйдите из помещения Как и вы потом... занимаетесь другим, вы со мной Вы занимаетесь. выйдете из помещения и На меня потом голос поднимаете. напишите обращение. Так, ну давайте все вместе поможем Машеньке, да, вспомнить все, что сейчас вообще происходит. И может ли сотрудник так разговаривать вообще в принципе, вообще на таких тонах с человеком, кто выявил тем более что-то. И который культурно, спокойно разговаривает. Обращайте, пожалуйста. Вы голос на меня повышаете? Нет, выйдите из помещения. Нет. Кому я потом напишу? Если... Нет. Помещение Как и вы потом... По поводу продажи Вы голос алкоголя на меня без повышаете? лицензии. Нет. Я сейчас занимаюсь другим. Выйдите из помещения Как и вы потом... занимаетесь другим, вы со мной Вы занимаетесь. выйдите из помещения и На меня потом голос поднимаете. напишите обращение, Вы пожалуйста. голос на меня повышаете? Нет, выйдите из помещения. Кому я потом напишу, если я нахожусь на месте преступления? Я это здесь, возможно. и никто никуда не девается. Выйдите из Так я здесь тоже должен находиться, я вам обращение. Выйдите из помещения. Как я могу выйти, если я нахожусь Выйдите на из месте? помещения, где проводятся следственные действия. Так я непосредственный участник следственных Выйдите действий. из помещения. Как вы можете меня удалить? Я вам приказываю. Выйти. Приказывать, мой дорогой сотрудник полиции, ты можешь только своим подчиненным. Меня ты можешь попросить. Приказывать можно своей жене и подруге. Когда происходит акт, дружочек мой, я к тебе обращаюсь. Тебе сказано, что здесь это не работает. Я очень надеюсь, что пройдет служебная проверка и корону с башки с превеликим удовольствием. Если выйдут официальные органы, напишу заявление. С превеликим удовольствием. Честно вот говорю. Если будет кто-то заниматься вот этим всем, чтоб просто с позором вышибли к чертовой матери этого сотрудника. Это позорище просто. Мое личное мнение. Как обычного человека, как обычного гражданина, которого просто вот этим вот оскорбили. Это ужасно. Это просто вот этот эффект царька, он никогда из этого человека больше не выйдет. Потому что звезда большая жмет. Я очень надеюсь, что звезды побольше. И ребята поумнее наведут порядок. И в отделе в этом, и с сотрудником этим. Приказываете? Да. Я Да. уже представлялся. Я думаю, вы помните мое должное звание. Выйдите из помещения, где Представьте проводятся следственные действия. Напоминаю, мне он нигде не представился. Нигде не найдете, где он мне представлялся. Нигде. Потому что представился он только Артему. Представитесь? Я представлялся. Вы мне неоднократно. представлялись. Мне ни разу не представлялись. И вам тоже пока. Ни разу. Все. Уже он врет. И он продолжает это делать. Ведется видеофиксация с момента входа. Кому нужно, у Артема возьмете полностью вообще от А до Я все, что там происходило. У вас
волосы не только на одном месте встанут, потому что Артем очень много что вырезал. И вас. Я называл. Я не свою смотрел ваши должность, документы. Когда молодой Подскажите человек... мне, пожалуйста, ваши документы. По первому требованию я прошу, если мне что-то приказывают, тем более, кто мне может приказать? Майор полиции Власенко Денис Васильевич, 16-20. Спасибо. Все, вопросов не имею. Вопросов больше нет. Зря вырезал, я тоже думаю зря. Вы, товарищ оператор, также покиньте помещение. А я беспокоюсь о безопасности. Покидывайте помещение. Быстро, Покидывайте. пожалуйста. Покидывайте, покидайте, как угодно. Тогда всех, пожалуйста, сторонних лиц. Сотрудники магазина находятся... Вы убедились, что они сотрудники магазина? Да, я убедился. Я неоднократно... Да, я убедился. Мое обращение, которое я пытался оставить, на то, что алкоголь по сию минуту стоит на прилавке, осталось в полнейшем игноре. И он прекрасно понимает, что придется оформлять этот магазин. И это огромнейшие штрафы. Я не уверен, что есть уголовная ответственность, либо еще что-то за это. Правда, я не юрист, ребят. Если что, у меня в комментариях там, так скажем, по юридической части, кто более подкован, вы мне подскажете и поможете. Но все прекрасно понимают, что это будет. А будет, почему он не хочет оформлять, следующее. Будут к нему вопросы, как на его участке продается алкоголь без лицензии. Где все проверки? Это завертится такой барабан, этот штурвал, что там накрутят всех на этот штурвал. Просто там кукан будет везде. И начнутся рапорта просто писаться огромными количествами. Начнутся ВГВРшники лететь. Шапки полетят везде, где только можно. Что вы продаете это все без лицензии, блядь. Непонятного качества и содержания. Заходил в служебное помещение. А, то есть подтверждает то, что они сотрудники магазина, то, что вы заходили? Ну вы же не знаете, проверял я документ или нет. А Не я говорю, знаю. что это сотрудники магазина. А вы сторонний человек. Пожалуйста, выйдите. Ой. Всех нас выгнали. Остался только Артем и полицейские внутри. Вот. Но остальные лица почему-то неизвестно, кто такие, остались внутри магазина. Так что ждем, как там будет все дальше происходить. У меня свой оператор. У меня впервые свой оператор. Пожалуйста, предъявите, какой товар вами был приобретен. Вот этот. На него имеется чек. И все? Да. А вот что обнаружено было. Вон детское питание просроченное обнаружено было. В той корзинке. Вот люди, которые пишущие в чате, увы, система всегда защищает своих. Ты не прав. Я тебе это говорю, что ты не прав. И я тебе серьезно говорю. При подаче заявления, при проведении служебной проверки, если в отделе или тот, кто ведет проверку, окажется принципиальным и настоящим человеком, кто именно служит своей стране, своему народу, выпиздят с такой скоростью, что просто там даже человек не задержится. Это факт. Кому ты звонил? Маме. Протокол мотоколончик. Закрыто. Да. Следственные действия. Детей, говорят, травят. Вот, неучаствующих людей приглашают обратно. Участвуете? Как потерпевший? Ты по земле ходишь, слушай. Ногами. Тебя мама родила? Конечно. Мне кажется, не мама тебя родила. Понял вас. Как там, магазин открытый, нормально? Все это при сотруднике. Все это, блядь, при сотруднике творится. Все творится, блядь, при сотруднике. Ой, а нас, спустите! Можно мы тоже войдем? Смотри. Что сказать хотел, что-то непонятно. Кто с вами был совместно? Давайте я вам продиктую то, что я хочу продиктовать. После того, как я взял товар с полки... Вы отвечаете на мои вопросы. То, что вы хотите, это чуть-чуть попозже. Вы Я же не на допросе. Я объяснение свое даю. Нет. Вы даете объяснение на те вопросы, которые перед вами ставит сотрудник полиции. Да что ты, черт побери, такое несешь? Я вам По ставлю данному вопросы, факту. которые считаю нужным отразить в одном объяснении. Впоследствии, когда мои вопросы заканчиваются, вы уже говорите Давайте все, я что хотите. сам решу, что мне в своем объяснении давать. Нет. Вы же пишете с моих слов. Все, заявление за просроченный товар есть, объяснение написано, протокол осмотра составлен. И у меня будет к вам еще одно заявление по поводу нападения. И теперь еще одно пишем заявление на тех самых, которые называют друга Арой, которые нападали на Дедушку Мороза. Протокол принятия устного заявления. Я, Волков Артем Алексеевич, 96 года рождения, прошу привлечь к ответственности ранее неизвестных мне лиц, которые 27.12 примерно в 19:35 в магазине ООО Гранд Фреш по адресу МОО Химки, улица Молодежная, дом 76, выражались нецензурной бранью, вели себя агрессивно.
по отношению ко мне и по отношению к другим покупателям. Оскорбляли меня и других покупателей, хватали меня за одежду, толкали, угрожали физической расправой. Также данные люди порвали мне элемент одежды, а именно накладную бороду, и сломали крепление петличного диктофона стоимостью 14 тысяч рублей. Своим поведением они выражали явное неуважение к обществу. Да, все верно. Так, заявление на этих двух, по моему мнению, адекватных лиц написано. Внимание! Разрывная! Поехали. Это Халк Хоган из рестлинга. Кстати, очень крутые усы на самом деле. Очень крутые. За усы надо еще один лайк поставить. Бля, очень круто. Если что, правда, белая зависть. Без шуток. Кстати, к сотруднику 0 претензий. А что вы там? Чё? Кто? У кого? Чё? Блять! Сука! Да ну нахуй! Еще раз! Блять! Да ну я это не мог видеть, слышать. Чё? Кто? У кого? Чё? Опа, нихуя! Чё? Иди сюда, нахуй! Ах! Это пиздец! Ебать! Второй майор, блять! А заявление я принял, сейчас отвезешь, бежишь. А мне зачем? Что ты... Дежурку? Да. А с кого надо еще взять было заявление? Все, все заявления я принял. Так, и давайте разберемся по поводу товара все-таки купленного. Что вы хотите с ним разобраться? Ну, смотрите. Не-не-не, я не про это. По поводу просроченного товара. Просроченный товар с пола будет убран, утилизирован. Будет убран? Безусловно, я же здесь нахожусь. Все сейчас будет убираться. Я здесь нахожусь до потери пульса. Времени уже 11 часов. 11? 11, да. Мы, я говорю, уехали что-то ближе к полуночи. Я дома был что-то часа в 2, что ли. С вечера? Ты представляешь, насколько мы здесь замурыжились? Просто... В одном магазине. Майор вызвал майора, Если чтобы тот... Чтобы тот вызвал еще одного майора. Курьер, пиццу хочу доставите по адресу. О, Я же говорю, курьер. Мне, пожалуйста, 54 сыра пожилых. курьер. Пускай доставка. Значит, да. Сотрудник полиции, у нас к вам будет обращение. Вы, так понимаю, дежурный от ответственного, да, приехали? Я не ответственный, не дежурный от ответственного, а дежурный по разбору сегодня. Приехал забрать заявление, чтобы их зарегистрировать. То есть не по нашей жалобе приехали? Ну вы же написали заявление. Да? Я Всё. такой же офицер, как вы. Вопрос Спасибо. ко мне есть? Нет, все, до свидания. Спасибо. Хорош курьер. Доставка. О. Это его просто мигнули, где Ты они стоят. представляешь, какого уровня это дело, что на служебной машине привозят майора, чтобы он посмотрел, какая здесь ситуация на служебной машине, реально. Доставляют просто заявление. Чтобы доставить, забрать здесь. Ну что, друзья, вот закончился. Ну, я считаю, Много все-таки это не вырезал. конечный, это промежуточный итог. Это промежуточный Визит в данный магазин. Это теперь мой любимый магазин в Химках. Я сюда буду заезжать при каждом удобном случае. Буду звать обязательно Алексея, который нам сегодня помогал. Леха Хартплей, ссылочка на его YouTube канал будет в описании. Стример, блогер, просто крутой Спасибо. мужик. Наш активист сегодня Максим. Канал Максимка проверит. Ссылочка тоже будет в описании. Ребят, я считаю, это промежуточный итог. В любом случае, я напишу сейчас уже, наверное, из дома, в МВД, в УСБ и во все остальные Железно. необходимые структуры заявление на данного полицейского, потому что я считаю, что данный сотрудник, я его даже не могу полицейский, понимаешь, назвать. За данный все время, человек. За все время. Вот я как зритель Артема, даже не как блогер, его коллега по цеху, как зритель я точно могу сказать, что настолько, вот, знаешь, вот, как бы, чтобы вот все-таки правильно это сказать, вот, настолько некомпетентных, еще, знаешь, вот поиздеваться, вот это вот, знаешь, потянуть время, 5 часов, все же мы объяснили, мы же ему все растолковали, а когда вот это началось, я приказываю вам, стоит человек даже по форме не одетый, ну, мне с ним, в принципе, разговаривать не о чем. Я думаю, наши подписчики, там тоже есть куча ребят из компетентных органов, обратят на это внимание, потому что, ребят, этот человек, не сотрудник, именно как человек, это пробитое дно полностью во всем вот Абсолютно этом верно. вот массе людей, которые, Железно. наверное, работают. Работают, получается. Да, к сожалению, работают. Работают в форме. Да. Магазин по итогу, ну я надеюсь, что магазин накажут, хотя полицейский там остался, и непонятно, зачем он там остался. Ну, договариваются. Они откажут, я не знаю, честно. Алкоголь.
так и Нет, нам он ничего хоть не... бумажку ему в телефоне показал, знаешь, В какую-то таблицу. телефоне бумажку. Это просто, он лицензию не показал, Он я так понял. изначально, пока они не удалились в подсобку, он ему сказал то, что здесь сейчас привезут. Да. Везут, вот, уже подвезут. Ее так и не привезли, потому что ее нет. А в телефоне это можно и отфотошопить, все что угодно сделать. В общем, делайте вывод сами. Очень надеюсь, что сюда придет Роспотребнадзор и полноценная, хорошая проверка. Ну, мы оформили магазин, Да. все грамотно в результате оформили. Хоть полицейский не хотел, хоть все через... Я не знаю, как даже это сказать, через да. пятую точку, да, через издевательство какие-то над гражданами. Человек реально пришел как будто бы издеваться над гражданами, а не служить. Не надо, дядя. Но в результате мы оформили данную помоечку, по моему мнению. Заявление написал Леха Хартплей, я написал заявление, написали объяснение, составили протоколы осмотра. Да? Все сделали при вас, прям курьер, я так понимаю, я не знаю, кто это был, может курьер, он не представился мне, поэтому... Это секретная, видать, это почта. Да, в общем, секрет пока нас там... Слушай, это реально, это спецэффекты, короче. Да, даже дом отгоняет нас, даже матушка природа отгоняет нас от этого магазина. В общем, ребят, на этом мы с вами прощаемся, лайки ставим, на канал подписываемся. С праздниками. Продолжение истории обязательно будет. Всем пока. Я не знаю, кто конкретно из всей вот этой вот их большой гвардии. Они увидели автомобиль. Ну, собственно, то, про что я и говорил. Я скажу то, что здесь слова, какие у нас, да, есть. То, что автомобиль я не прятал, я автомобиль оставил прям, ну, практически напротив входа в магазин. Никогда не прячусь ни от кого. И потом началась у нас, да, история, такая очень забавная эпопея, про то, как надо что-то кому-то объяснить, рассказать и так далее и тому подобное. Я думаю, нужно навестить и посмотреть, все-таки навели ли там порядок в этом магазине, да, потому что я думаю, что там продолжался этот беспредел, так и продолжается. Я, повторюсь, не прятал, он стоял прям сразу на выходе справа, там аккуратненько его так запарковал, вот. И, в общем-то, обратились с моего города к, так скажем, уважаемым людям, чтобы дословно, я не знаю, кто был инициатором этого, я не могу утверждать, то есть кто это там, один, второй, третий, хозяин магазина, еще кто-то, да, чтобы мне подробно объяснили, где я не прав. Это, ну, как бы вот... Пришлось мне с этим, да, столкнуться. Тема была закрыта очень быстро. Благо, что уважаемые люди оказались реально уважаемыми и еще и очень умными оказались, да. Поэтому, когда они разобрались в ситуации, просто они даже никуда не полезли, потому что это, ну, это как в бутылку лезть, смысла абсолютно нет. Ну, как-то так. Здравыми. Продавец, подскажите мне, какую я могу это есть? По-другому. Ну, пока нас вот эти вот, даже не знаю, как... сказать, наказывают, да, я думаю, что все-таки на 40 тысяч лайков нужно навестить красный магазин, посмотреть, как хорошо все изменилось, как навели порядок сотрудники, как обратили всякие другие компетентные органы на это внимание. И самое главное, повторял уже, наверное, 7, да, почти лет, сколько стримлю, повторяю и буду повторять. У меня огромная куча друзей и армян, и азербайджанцев, грузины, дагестанцы, несколько там ребят чеченцев есть. Это те люди, с кем я когда-либо занимался спортом, вырос вместе, в одном дворе там в футбол играли, да, там с пацанами, да, в тренажерку, в троеборьем там я разряд вместе, да, защищали вместе с ними. И хочу сказать одно, запомните, эту фразу не я придумал. И мудрейшие слова. Ребят, нет плохих наций. Есть люди, позорящие эти нации и позорящие просто, наверное, тех, кто их породил. Потому что стоять, скалиться и молодым пацанам, которые по факту все объяснили, рассказали, поуказали на все нарушения, кидаться с кулаками и потом что-то там про матерей стоять, рассказывать на полном серьезе. Ну, по-моему, это очень глупо, это очень постыдно и паскудно на самом деле. Вот. Ну а по поводу всяких вот этих вот вас накажут, вас найдут со стороны, да, сотрудников магазина, в том числе и со стороны, простите за слово, сотрудник правоохранительных органов, да, в лице прекрасного вот первого нашего майора, который все нас пытался там в отдел поначалу, да, куда-то пригласить, забрать. Я не говорю, что мы ничего не боимся. Я не говорю, что я или там Тёмыч или другие ребята, которые, да, там что-то делают, пытаются, да, какие-то добрые дела сделать, чтобы как можно меньше людей потравилось. Мы бессмертны. Да, всех можно убрать и
поскользнулись, там ноги поломали. Но скажу одно, то что в тот момент, когда вы это говорите, подумайте вообще, что вы несете, и подумайте, по зубам ли вам вообще это будет. Повторюсь, я обычный человек, горжусь тем, что уже 7 лет мне удается объединять огромнейшую аудиторию совершенно разных национальностей, совершенно разных вероисповеданий. То количество добрых дел, которые мы с ними сделали, и то количество жизней, которые мы спасли, собирая денежные средства на реабилитацию детей, на помощь людям, попавшим в тяжелые ситуации, на адресную какую-то помощь. Я никогда не разбирался, какой национальности человек или какой национальности семья. Мы просто делали это от чистого сердца, от души искренне. Я очень рад, если кто-то продолжил эту идею и стал чуточку хотя бы добрее. Поэтому к сотрудникам магазина данного обращаясь, я хочу сказать только одно. Будьте добрее, друзья мои, будьте умнее. Прежде чем угрожать или говорить что-либо, думайте о последствиях для каждого из вас. У вас также есть близкие. Самое главное, вы являетесь людьми. Просто обычными людьми. Ни больше, ни меньше. Ну а боится вас никто не боится. Так что удачи всем. Берегите себя. Будьте умнее.